После того, как его перенесли в другой мир, он все еще был жалким неудачником, пока не украл фрукт, который дал ему способность прокачиваться, сделав его настолько сильным, что его привлекали всевозможные существа. Однажды в школе над Сейдзи снова издевались одноклассники, когда они услышали голос, утверждавший, что он бог. Бог велел им объединиться в группы и держаться вместе, потому что он собирался перенести их в другой мир как героев. Он дал каждому ученику разные навыки и способность читать статусы других. Когда одноклассник проверил статус Сейдзи, у него были самые низкие показатели, а его раса даже была указана как едва человек. Это заставило их насмехаться над ним и сказать, что они никогда не возьмут бесполезного неудачника в свою группу. Все, кроме Сайта, были перенесены, потому что его одноклассники не хотели быть в паре с толстяком, поэтому он остался. Но Бог заметил, что он все еще здесь. И когда он понял, что Сейдзи нежеланный неудачник, он дал ему особый навык и тоже перенес его. Одинокий и голодный, проведя 5 дней в лесу, Сейдзи все еще обманывал себя и думал, что он особенный. Он был главным героем, который каким-то образом прокачается, ничего не делая. Он был так голоден, что попытался съесть червяка, которого увидел на земле, но прежде чем он успел его поднять, что-то выскочило из кустов и наступило на него. Лежа на земле, он увидел фрукт и тут же схватил его. Он оценил его и обнаружил, что это был фрукт эволюции, но никакой дополнительной информации о нем не было. Сейдзи быстро съел отвратительный на вкус фрукт, думая, что он превратится в лорда. Но потом он услышал голос, который велел ему активировать фрукт. Испугавшись, он задумался, что это за голос и что он означает, но когда ничего не произошло, он встал и пошел искать еду. Он наткнулся на группу обезьян и, проверив их характеристики, обнаружил, что это были 120 обезьян с более высоким IQ, чем у него. И это его оскорбило, что обезьяны были выше него. Пока он наблюдал за ними и думал, что они делают, обезьяны вскоре ушли. И он тут же пошел собирать фрукты, которые они оставили. Он положил их в свой инвентарь и заметил бутылки, которые там были. Используя свой навык оценки, он обнаружил, что это были высококачественные зелья восстановления, поэтому он не стал медлить и украл их тоже. В это время другие перенесенные ученики разговаривали. К Канадзуки подошла группа. Сейдзи видел ее в школе и спросил, где Сейдзи, но она сказала, что его перенесли в другое место, и они спросили, все ли с ним в порядке. Тем временем Сейдзи не стал есть найденный им гриб, но о нем не было никакой информации, но идиот все равно съел его и тут же упал на землю от боли, и хотя он был на грани смерти, Сейдзи решил умереть, поедая его. Он съел оставшийся у него фрукт эволюции и сразу почувствовал себя лучше. Он также приобрел устойчивость к ядам, и его ранг повысился. Но прежде чем он успел порадоваться повышению ранга, на него напала хитрая обезьяна. Она ранила его, и он тут же выпил одно из украденных зелий восстановления. Сейдзи встал, пытаясь бросить вызов обезьяне, но, поскольку он был силен как НПК, его снова избили. Прежде чем обезьяна успела его съесть, она учуяла его естественный запах мусора и умерла. Останки обезьяны превратились в предметы, и он получил от них новые навыки. Среди предметов была книга об умных обезьянах, и Сейдзи удивился, что может читать ее, потому что она была написана на языке, которого он никогда раньше не видел. Тогда он понял, что особый навык, который ему дали, позволил ему прочитать книгу. В этот момент голос сообщил ему, что началась эволюция. Он понятия не имел, что происходит, но ему было очень больно. Когда боль утихла, он встал и понял, что не только похудел, но и его показатели невероятно выросли. Но вскоре он узнал, что еще не завершил свою эволюцию, и ему придется пройти через боль еще как минимум 9 раз. Но он был зол, потому что все еще был на первом уровне, хотя победил 120 умных обезьян. Сиджи провел 5 месяцев в лесу и с тех пор смог использовать знания, полученные от умной обезьяны, чтобы выжить. Он победил 311-го крокодила и приобрел новые навыки, а также легендарный удар водяного духа. Он взял книгу со знаниями о крокодиле и увидел на карте скрытое место, которое напомнило ему о том, что в книге об умных обезьянах было то же самое, и решил проверить его позже. Он тут же прошел еще одну эволюцию, и когда она закончилась, он задумался, что произойдет, когда он пройдет последнюю эволюцию. Пока он размышлял о последней эволюции, он понял, что его окружают умные обезьяны. Прежде чем он успел среагировать, с неба упала большая красная уродливая горилла с розовым цветком на голове и потребовала, чтобы Сейдзи сразился с ней. Хотя он стал сильнее, он все еще был очень труслив и испуганно спросил, может ли он отказаться. Но горилла отказалась. Она заверила его, что обезьяны не будут вмешиваться в бой, и Сейдзи испугался за свою жизнь, потому что горилла была на 700-м уровне. Когда горилла нанесла удар, Сейдзи увернулся и был потрясен ее силой, а также заметил, что горилла смотрит на него влюбленными глазами.
Она говорила, что любит сильных мужчин, и тогда Сейдзи понял, что это на самом деле она, и ему стало противно, что его рис может привлекать только горилл. Он использовал рубящую атаку, от которой горилла легко увернулась, и нанесла ему удар, от которого он не смог увернуться и отлетел в сторону леса. Горилла была так впечатлена тем, что ее удар не убил его, и сказала, что хочет его, потому что Сейдзи был именно тем, кто ей нужен. Но он дал понять, что его не интересует горилла, но она все равно представилась как Сирия, пытаясь вести себя мило и застенчиво. Он спросил, почему у уродливой гориллы такое красивое имя, и Сирия услышала только то, что она красивая. Все еще испытывая отвращение, он использовал навык «Адамантовый коготь», который получил от крокодила, чтобы атаковать ее, но она легко увернулась и взлетела. Она использовала воздушный толчок и обрушилась на него, как ядерная ракета. Сейдзи увернулся и надеялся, что горилла сама себя уничтожила, но она встала и выразила радость, что он смог увернуться от ее атаки. Затем Сейдзи использовал кинжал водяного духа, чтобы усилить свою водную магию, поднял руку над головой и применил навык падения катастрофы, который обрушил на противника поток воды. Но поскольку он был глуп как пробка, он не направил воду на Сирию и вместо этого получил удар от собственной атаки. Промокший до нитки, он попытался скрыть свою глупость, притворившись крутым и сказав Сирии, что она молодец. Но она тут же сказала ему, что не имеет к этому никакого отношения, и он смутился, что горилла указала ему на его глупость. Она не дала ему времени прийти в себя и избила его до полусмерти. Перед глазами Сейдзи промелькнула его несчастная жизнь, и в качестве последнего средства он применил навык «Зловонный исполнитель». Вместо того, чтобы убить ее, как он сделал с умной обезьяной, Сейдзи признался ей в любви и предложил жениться на ней. В доме Сары Сейдзи потребовал, чтобы она его отпустила, но Сара сказала, что он ее муж и должен остаться с ней. Сейдзи сказал, что она горилла, а он человек, поэтому они не могут пожениться. Вместо ответа она предложила ему поесть, и когда он попробовал, то удивился, насколько это вкусно. Сара сказала, что шила для него новую одежду, и Сейдзи был в нескольких секундах от того, чтобы сойти с ума. Он не мог понять, почему горилла дарит ему одежду. Затем она спросила, делает ли это ее хорошей невестой, и он сказал, что да, если она выйдет замуж за гориллу, но она настояла на том, чтобы они поженились. Он спросил, как она научилась говорить, и она сказала, что нашла в пещере несколько книг и прочитала их. Она показала ему книги, и, читая их, он мгновенно приобрел навыки. Пока он смотрел, как Сирия ловит рыбу, Сейдзи планировал сбежать, но не успел далеко уйти, как столкнулся лицом к лицу с гигантским пауком и закричал, как маленькая сучка. Сирия тут же пришла ему на помощь и ударила паука, отправив его в полет. Она спросила Сейдзи, все ли с ним в порядке, и он сказал, что да, но был удивлен, как она за него переживает, и понял, что был поверхностным придурком, который судил о ней по внешности. Пока они ели, Сирия сказала Сейдзи, что они с умными обезьянами пойдут собирать плоды эволюции. Она спросила, знает ли он, что это такое, и он тут же ответил, что нет, хотя и украл те, что она собрала у умных обезьян. Она сказала, что если съесть 10 плодов, то можно стать сильнее, но если съесть 11, то можно умереть. Она также упомянула, что сама уже съела 10, но кто-то украл тот, что она собрала для своего будущего мужа. Сейдзи испугался, когда она сказала, что убьет вора, который их украл, и тут же стал умолять о пощаде, признавшись, что это он их украл. Она простила его, но сказала, что раз он их съел, то они поженятся. По выражению его лица Сара спросила, ненавидит ли он ее, и он сказал, что нет, и она тут же надела свадебное платье и умоляла его жениться на ней. Вскоре Сара ушла на охоту, и Сейдзи воспользовался этим, чтобы сбежать. Тем временем в другом месте тренируются одноклассники Сейдзи. Канадзуки и ее друзья вспомнили, что в день их прибытия король поручил им победить повелителя демонов. В лесу Сейдзи убегал от Сирии, которая обнаружила, что он пропал. Он наткнулся на пещеру с пугающей аурой, но забежал внутрь, когда услышал поблизости голос Сары. Внутри пещеры он открыл дверь и вошел в комнату, где увидел скелет с горящими красными глазами, сидящий на троне. Скелет был впечатлен тем, что Сейдзи смог добраться до его комнаты, и решил, что он должен быть сильным, чтобы это сделать. Сейдзи, напротив, увидел в нем опасность и решил проверить его характеристики, которые показали, что это темный лорд Синс, и он на 1 уровне. Он обрадовался, потому что мог легко победить его, но Синс сказал ему посмотреть еще раз, что он и сделал. Оказалось, что он обманул его и на самом деле был на 15 уровне. Он сказал Сейдзи, что думал, что первым, кто войдет в его комнату, будет сильный человек, но вместо этого вошел неудачник с энергией НПК. Затем он попытался ударить Сейдзи, но Сара встала на пути и получила удар вместо него. Сейдзи позвал ее по имени, и она обрадовалась, что он впервые назвал ее по имени с тех пор, как они встретились. Он попытался дать ей зелье восстановления, но она сказала, что это бесполезно, потому что она уже мертва. Она объяснила, что все еще может говорить с ним благодаря своему навыку под названием «Кайзерское величие», который поддерживал ее некоторое время.
Сейди расплакался, извиняясь за то, как он с ней обращался, но она сказала ему не волноваться и попросила улыбнуться в качестве последней просьбы. Тем временем Ксинос, который наблюдал за их эмоциональным прощанием, счел все это нелепым. Сейди сказал ему заткнуться, потому что он их не понимает. Впервые в своей жалкой жизни он смело выступил против кого-то. Он напал на Синса, который легко отразил его атаки, и только тогда он сказал ему, какой замечательной была Сирия. Ксинос был удивлен его вспышкой и спросил, действительно ли у него есть чувство к чертовой горилле, и Сейди заявил, что любит Сирию. Затем Сейди использовал удар океана и на этот раз направил его поток на Ксиноса, который использовал навык под названием «магическая дыра», чтобы поймать воду. Он сказал Сейди сдаться, сказав, что такой слабак, как он, никогда не сможет победить его. Но Сейди отказался, заявив, что не испытывает к нему серьезных чувств. Воодушевленный великой силой любви и используя свой навык мгновенного перемещения, он напал на удивленного Ксиноса и ударил его ножом. Ксинос признал свое поражение и поблагодарил Сейди за то, что тот показал ему настоящую любовь. Но прежде чем он исчез, Сейди увидел, как появилась молодая женщина и обняла его. Когда они обнялись, он сказал ей, что на этот раз защитит ее. Сейди смотрел, как они исчезают, но вскоре вспомнил о Саре и побежал к ней. Она тоже начала исчезать, но он поцеловал ее прямо перед тем, как она исчезла. Яркий свет озарил место, где раньше была Сара, и там появилась красивая девушка с рыжими волосами и розовым цветком в волосах. Сейди был так удивлен, когда она встала и побежала обнять его, что у него пошла кровь из носа. Он был так потрясен, когда понял, что это была Сария. Сейди прочитал историю Ксиноса и узнал, что он был дворянином 1500 лет назад. Но его предали жена и император. Единственным человеком, который был рядом с ним, была его служанка Мария, которая любила его. Но она умерла, пожертвовав собой, чтобы спасти его. После ее смерти он стал мстительным монстром и проводил дни в одиночестве в пещере. Тронутый их историей, Сейди сказал Саре, что рад, что смог снова их воссоединить. Вскоре после этого началась последняя эволюция Сейди, и когда она закончилась, он стал еще красивее, но все равно был уродлив по сравнению с Гаджо Сатору. Он сказал Сирии, что хочет покинуть лес, и она сказала, что пойдет с ним куда угодно. В этот момент появилась маленькая овечка и представилась как мисс Овечка, администратор подземелья. Он сказал, что пришел, потому что они первыми прошли подземелье, и Сейди заметил, что он немного опоздал, поэтому он признался, что задержался. Потому что наслаждался страданиями Сейди во время его последней эволюции. Затем он вручил Сейди награды за прохождение подземелья, набор для выращивания фруктов эволюции и набор для 10-дневного путешествия. Он также подарил Сирии платье, а Сейди шлем, прежде чем телепортировать их из леса, что позволило им начать свое путешествие. Сейди и Сирия решили отправиться в ближайший город и зарегистрироваться в гильдии искателей приключений, чтобы получить свое удостоверение личности. Но по пути они столкнулись со слизью 80 уровня. Однако Сейди легко победил ее и понял, что стал слишком сильным. Среди выпавших предметов была пара ботинок, которые он дал им, и несколько карт навыков, которые позволили ему повысить уровень. Сейди не был рад повышению уровня, потому что чувствовал, что становится монстром, и ему это не нравилось. Когда он снял шлем, тот превратился в мантию, и Сирия протянула ему записку, выпавшую из нее. Это было письмо от Махипа, в котором он объяснил, что шлем изменился, потому что Сейди повысил уровень, а мантия скроет его истинную силу от других. У ворот Сейди соврал, что они с Сирией потеряли свои удостоверения личности. Поэтому охранник попросил их прикоснуться к камню истины, чтобы определить их преступный статус, прежде чем впустить их. Как только они это сделали, он пропустил их и предупредил, чтобы они были осторожны с гильдией, когда рассказали ему о своем плане зарегистрироваться там. Затем он представился как Клод и попросил их обращаться к нему, если им понадобится помощь. В гильдии Сейди подумал, что Клод, наверное, преувеличивает, когда открыл дверь и увидел блондинку, которая прямо на глазах у всех читала 50 оттенков серого. Он тут же закрыл дверь, не веря своим глазам. Он снова открыл дверь, и на этот раз она поливала мужчину свечным воском. Оглядевшись, он увидел еще больше странных людей и быстро понял, что это хентай-фестиваль, и сказал Сирии, что им лучше уйти. Но прежде чем они успели уйти, их остановил мастер гильдии, одетый только в плавки. Он представился как Гусель Клут, и Сейди подумал, что он простофиля, которого интересуют только его мускулы. Он поиграл мышцами перед ними и стратегически затолкал их в здание. Внутри он привлек внимание блондинки, которая тут же сменила наряд и представилась как Эрис Маклин, администратор. Она сказала ему, что их гильдия собирает информацию со всего мира, и если он зарегистрируется у них, то получит к ней доступ. Сейди вспомнил, что его друзья в Сирии говорили ему, что было бы неплохо вступить в гильдию. Когда они закончили регистрацию, вошли 3 викингов с ирокезами и попросили Сейди пойти с ними. Они отвели его в заднюю часть здания, и когда сняли с него мантию, были потрясены, потому что он был очень красив. Сейди был застигнут врасплох, когда увидел, что их лидер разделся, и еще больше удивился, когда они сказали ему, что это их приветственная вечеринка для него.
Мужчины не хотели иметь ничего общего с подозрительными людьми, поэтому он бросился бежать, чтобы защитить свою девственную задницу. Но они погнались за ним. Они пытались убедить его, что ему понравился этот опыт, но он не слушал и бежал быстрее. Впечатленные его скоростью, они сказали, что он тот, кого они искали, но не смогли его догнать и в конце концов перестали преследовать. Сейди удалось вернуться в гильдию, и Гусель сказал, что удивлен, что он вернулся. Эри сказала ему, что он первый, кто вернулся живым. Эри сказала паре, что им нужно пройти несколько тестов, прежде чем официально вступить в гильдию. Гусель объяснил, что им нужен кто-то, кто был бы как минимум авантюристом ранга B, чтобы присматривать за ними во время тестов и познакомить их с Арторией. Сейдзи, авантюрист ранга A, был сосредоточен только на ее огромных планах и не слышал ни слова из того, что она говорила, поэтому Сире пришлось призвать его к порядку. Артория была недовольна этой идеей, и когда она пожаловалась, Досел сказал ей, что раз он выжил после встречи с викингами, то сможет выжить и с ней. В конце концов, она согласилась и извинилась за свое грубое поведение. По пути на первое испытание Артория сказала им, что они начнут с подработок. Первой была помощь в приюте, и Сирия вызвалась это сделать. По пути на вторую работу Артория помогла ребенку, который поранился во время игры. Пока она обрабатывала его раненую ногу, веревка, скреплявшая деревянные доски, ослабла, но прежде чем Сейдзи успел добраться до них, она упала на них сверху. Когда он подошел ближе, то увидел, что Артория успела остановить ее с помощью защитного навыка, и подумал, знала ли она, что она упадет. Вторым заданием было снести здание. И пока Артория пыталась объяснить, как они будут это делать, Сейдзи вошел в здание и, забыв, что он очень силен, толкнул один кирпич. И весь дом обрушился на него. Артория вскрикнула от удивления, думая, что он ранен, и побежала искать его. Пока она искала его, она винила себя в случившемся, потому что все вокруг нее всегда получали травмы, и поэтому ее называли Арторией бедствием. Когда она плакала, Сейдзи выбрался из-под обломков, и как только она его увидела, назвала безмозглым идиотом и отругала за неосторожность. Она сказала ему, что как авантюрист он должен уметь чувствовать опасность и быть осторожным, потому что его глупость может стоить жизни его команде. Затем Сейдзи извинился, и они перешли к следующему заданию. Пока одноклассники Сейдзи тренировались, их инструктор Заки наблюдала за ними с балкона вместе с другим рыцарем. Он сказал рыцарю, что против того, чтобы отправлять их сражаться с повелителем демонов, потому что война их не касается. Он также признался, что полностью против войны с демонами, и сказал, что сделает все возможное, чтобы защитить их. Вернувшись в деревню, Артория сообщила Сейдзи, что последнее задание — выгулить собаку. Сейдзи думал, что это будет легко, пока не увидел, что собака на самом деле волк. Волк гонялся за ним по саду, пока его хозяин и Артория наблюдали за этим. Хозяин заметил, что Артория выглядит счастливее, и намекнул, что это из-за Сейдзи, но она сразу же это отрицала, хотя ее лицо было красным, как помидор. Выполнив задание, они вернулись в гильдию, и Гусель достал свою награду из своих плавок, как будто это было самое обычное дело. Эрис спросила, есть ли у них где остановиться, и они ответили, что нет. Артория сказала им, что они могут остановиться в гостинице, где она остановилась. Эрис и Гусель были удивлены, потому что это было не похоже на нее. Артория смутилась, и прежде чем она успела отказаться от своего предложения, Сейдзи и Сирия согласились. Вскоре Сейдзи, Сирия и Артория отправились в поле, чтобы пройти еще одно испытание. Артория объяснила, что им нужно собрать 10 лекарственных трав, и они закончат. Сейдзи сразу же убежал, не дослушав ее, а Артория просто улыбнулась, глядя, как Сирия бежит за ним. Сирия отдала собранные травы Артории, которая похвалила ее, но когда настала очередь Сейдзи, он отдал ей грибы маны. Артория спросила, где травы, и он сказал, что не видел их, и она удивилась, как можно быть таким глупым и рассеянным, чтобы не заметить травы, растущие у него под ногами. Он собрал их и отдал ей, но она сказала, что этого недостаточно, и он снова убежал в лес в поисках того, что было прямо перед ним. Пока он думал, почему он может найти только редкие травы, он услышал, как кто-то разговаривает, но поскольку он не знал, как не лезть не в свое дело, он пошел посмотреть, кто это. Он не слышал, о чем они говорили, поэтому решил спросить, не знают ли они, где он может найти нужные ему травы. Оказалось, что это были демоны под командованием Лии, капитана 3-го отряда армии повелителя демонов. Сейдзи просто подумал, что они странные, и попытался уйти, но они остановили его, потому что не хотели, чтобы он испортил их планы, так как он их видел, и они предположили, что он слышал их план. Они призвали уродливого тролля, который ударил Сейдзи своей огромной дубиной, но он остановил его, используя свой навык, который передавал ему силу противника. Испугавшись до смерти, трусливые демоны убежали, и Сейдзи ничего не оставалось, как вернуться к Артории и Сирии с найденными редкими травами. В конце концов, Артория отдала ему свои травы, потому что он выглядел таким беспомощным. Вернувшись в царство демонов, Лия допросила отряд демонов, сбежавших от Сейдзи. Они признались, что отправились в мир людей, чтобы расставить ловушки для телепортации и ослабить человеческую армию, прежде чем они смогут сражаться.
Она спросила, куда их отправят ловушки, и они ответили, что в подземелье бога черного дракона. Лия сказала, что ей жаль людей, которые попадут в ловушку, но сказала, что их нужно наказать за непослушание. Они убежали, когда она сказала, что их будут бить по 500 раз каждого. Тем временем в мире людей, ожидая Арторию, чтобы начать последние испытания, Сейдзи и Сирия встретили Клода, которого они встретили у городских ворот, когда только приехали. Он попросил их быть добрее к Артории, даже после того, как они пройдут испытания. И тут к ним подошла Артория и спросила, знакомы ли они. Клод просто сказал ей, что она встретила хороших людей. Затем он спросил, это их последнее испытание, и пожелал им удачи перед уходом. Последним испытанием было победить 10 слизней, поэтому Артория спросила Сирию, какое оружие она будет использовать, но та ответила, что ей хватит кулаков. Артория не была уверена, но сказала, что посмотрит, что будет. Испытание началось, и как только Сирия собиралась ударить слизня, он исчез. Артория осмотрела местность и поняла, что повсюду расставлены заклинания телепортации. Она сказала, что испытание отменяется, и пока она велела им вернуться в город, случайно попала в одну из ловушек. Сейдзи и Сирия быстро схватили ее, и все трое телепортировались в подземелье. Дракон сразу почувствовал их присутствие, как только они оказались в подземелье, и тут же пришел в ярость. Поскольку они не знали, где они и как вернуться, Артория предложила найти выход. Затем она спросила, почему они пошли за ней, и отругала их за то, что они не используют свои мозги. Сейдзи сказал, что его тело среагировало раньше, чем он успел подумать, а Сирия сказала, что просто хотела помочь ей. Тронутая их решимостью, Артория простила их и дала Сейдзи путеводный камень. Она сказала, что он приведет того, у кого он есть, к любому пропавшему члену их отряда, и если человек в опасности, камень загорится красным. Как только она сказала им держаться вместе и не разделяться, Артория случайно наступила на ловушку и активировала ее. Каменная стена поднялась и отделила ее от них, и когда она попыталась позвать их, это было бесполезно, потому что они ее не слышали, и она попыталась найти другой способ присоединиться к ним. По другую сторону стены Сейдзи волновался, потому что они разделились, и попытался кулаками сломать стену, думая, что он Сайтама, но Сирия показала ему хороший камень. Она сказала, что они могут использовать его, чтобы найти Арторию, но, к сожалению, никто из них не знал, как им пользоваться. Сейдзи попросил его показать дорогу, и, к его удивлению, камень полетел к каменной стене, которая их разделила. Затем Сирия предложила пойти по тропинке позади них и найти другой путь к ней. Артория отбивалась от мумии, которая швырнула ее в стену с такой силой, что она закашлялась кровью, но ей удалось подняться и разрубить ее пополам. Когда мумия была повержена, она выглядела так, будто пережила многое, и устало села на пол, надеясь, что с Сейдзи и Сирией все в порядке. Тем временем Сейдзи и Сирия продолжали идти в тупик, и как раз перед тем, как он вышел из себя, Сирия позвала его в комнату, где нашла большой сундук с сокровищами. Сейдзи сделал самую умную вещь, которую он когда-либо делал с тех пор, как попал в подземелье, и ушел. А когда Сирия спросила, почему, он сказал, что это выглядит подозрительно. Пока они разговаривали, сундук потребовал, чтобы они его открыли, и когда они ничего не сделали, у него выросли конечности, и он попытался напасть на них. Но Сейдзи использовал свой навык аквабиндинга и сбил его. Сундук исчез, и Сейдзи снова повысил уровень. В этот момент перед ними появился ящик с предметами, и внутри они нашли книгу о сундуке с сокровищами. Из книги они узнали, что изобретение ящика с предметами уменьшило важность сундука с сокровищами. Желание снова взаимодействовать с людьми привело к тому, что у сундука с сокровищами выросли конечности, и он научился говорить и использовать магию. Из-за этого люди стали считать его монстром и прогнали его. Безнадежный и одинокий сундук с сокровищами мог только бродить по местам, где у него были приятные воспоминания. Они также нашли редкий предмет, известный как кольцо несчастья, и, оценив его, Сейдзи узнал, что оно умножает удачу человека на -2. Затем Сара привлекла его внимание, но когда он посмотрел на нее, она засунула руку под платье и копалась в своих вещах. Когда она вытащила путеводный камень, он засветился красным. Тем временем измученная Артория использовала свой топор как трость и неосознанно направилась к комнате, где был дракон. Она открыла дверь и вошла, и как только дверь за ней закрылась, она почувствовала чье-то присутствие, а затем увидела большого дракона, который спросил ее, пришла ли она, чтобы ее съели. Затем дракон свернулся калачиком и использовал какую-то магию ветра, чтобы оттолкнуть ее. Не желая отступать перед лицом опасности, она наконец смогла двигаться и напала на дракона. В царстве демонов Лея только что закончила наказывать своих солдат и сказала им, чтобы они перестали ныть, потому что она не сделала им ничего серьезного. Она заявила, что бог черных драконов был намного хуже, и он был известен как самый сильный в армии повелителя демонов, и что столкнуться с ним означало, что тебе не повезло. Сейдзи и Сирия смотрели на светящийся камень, и Сейдзи вспомнил предупреждение Артории о том, что камень меняет цвет. Они начали волноваться, потому что знали, что Артория в опасности, и камень вылетел из руки Сирии и полетел к стене. В отчаянии Сейдзи ударил кулаком по стене, и на этот раз ему удалось ее сломать, хотя это и повредило его руки.
В комнате черного дракона Артория терпела поражение, но она не собиралась сдаваться, потому что хотела убедиться, что Сейди и Сирия благополучно выберутся. Она решила использовать всю свою силу и выпустила суперсаянскую атаку из своего берсерка бедствия. Черный дракон даже не обратил внимания на ее маленькую демонстрацию силы, и когда она напала, он просто ударил ее когтем, как надоедливую муху. Хотя он и ударил ее, она снова атаковала со всей силы. Но прежде чем она успела приблизиться к нему, он выпустил шипы из своего хвоста, которые пригвоздили ее к стене, и сказал ей сдаться. Артория, полностью поглощенная своим бедствием, не сдалась и снова попыталась напасть на него. На этот раз он пронзил ее шипами на своем хвосте и признал, что она его удивила. Он бросил ее на пол, или уже там она пробормотала извинения Сейди и Сирии, потому что считала, что подвела их, не победив дракона. Она смирилась со своей судьбой и закрыла глаза. И как раз в тот момент, когда дракон собирался прикончить ее, она услышала свое имя. Открыв глаза, она увидела, что Сейди использует свою мантию как щит от огня дракона, а Сирия улыбается и говорит, что они пришли спасти ее. Артория спросила Сейди и Сирию, как они ее нашли, и Сирия объяснила, что когда добрый камень начал светиться красным, они поняли, что она в опасности. Сейди, который считал себя суперменом, сумел разрушить стены на их пути, чтобы они могли легко добраться до нее. Затем она спросила о драконе, и Сейди указал на его обмякшую фигуру, сказав, что они случайно задели его, когда входили. Черный дракон проснулся еще более злым, чем раньше, потому что его беспокоили грязные люди. Он сказал им, что они умрут от его рук, но Сейди сказал, что не собирается проигрывать уродливому гигантскому ящеру. Он атаковал Сейди своим огненным дыханием, но тот легко увернулся, используя мгновенное перемещение. Раздраженный тем, что его перехитрили, черный дракон использовал когти, чтобы бросить огненный шар в Сейди, который тот сумел заблокировать своими мечами, но был отброшен назад. Сейди использовал продвинутую оценку и обнаружил, что дракон намного сильнее его, так как он был на уровне 5000. Ему удалось избежать удара хвостом, используя мгновенное перемещение, но дракон удержал его на месте заклинанием и ударил Сейди хвостом о стену. Сейди удивился, почему его навыки поглощения и сопротивления не сработали, когда черный дракон применил свой высший навык под названием «Адское пламя». Сейди был уверен, что на этот раз они сгорят дотла, пока Сара не позвала его и не сказала использовать навык, который он использовал, когда сражался с ней. С помощью Рейда Хоупа он использовал свой навык «Водный дух», чтобы активировать падение бедствия, полностью погрузив себя и дракона в воду. В этот момент дракон был в ярости и сказал, что не собирается проигрывать еще одному никчемному человеку. Поэтому он выстрелил огненным шаром в Сейди, который снова увернулся, но его снова удержало заклинание. Когда дракон приготовился нанести последний удар, Сейди заставил свое тело двигаться и получил навык сопротивления запугиванию. Затем он атаковал дракона, который был удивлен, что смог освободиться, но прежде чем он успел среагировать, Сейди красиво его разрубил. Он не мог поверить, что проиграл другому человеку, и сокрушался о своей несбывшейся мечте, прежде чем исчезнуть, оставив после себя ящик с предметами. Сейди задумался, почему черный дракон так ненавидел людей, и повысил уровень, а Сирия радостно повалила его на землю. Он спросил ее, как дела у Артории, и она сказала, что восстанавливающие зелья усыпили ее, и к тому времени, как она проснется, все будет в порядке. Он был рад, что с ней все в порядке. Сейди хотел вернуться домой, но Сирия спросила, знает ли он выход из подземелья, и он сказал, что они могут поискать в ящике с предметами что-нибудь, что им поможет. Он получил больше навыков, когда прикоснулся к предметам, и понял, что если он съест черный драконий камень, который он подобрал, это увеличит его характеристики и магическую силу. В ящике с предметами он также нашел длинное пальто черного завоевателя, которое было лучше его прежней мантии, сожженной черным драконом. Последним предметом в ящике была биография черного дракона. Из нее они узнали, что когда-то он был божеством-хранителем людей, но люди стали жадными и захотели сделать мощное оружие из материалов черного дракона, поэтому они решили его убить. Его спас повелитель демонов, но он был побежден героями, которых призвали люди. Когда повелитель демонов погиб, они заточили черного дракона в подземелье, и он пообещал отомстить человечеству. Прочитав его историю, Сейди заплакал, а Сирия позже заметила, что Миша-овца не пришел, хотя он прошел подземелье. Как только она собиралась ответить, ему в лицо взорвалась дымовая шашка, оставив его с прической афро. На землю упало письмо, и Сирия подняла его, сказав, что оно от Миши-овцы. В письме он поздравил Сейди с прохождением подземелья, постепенно превращаясь в бессердечного монстра. Он также объяснил, что хотя он прошел подземелье, ему не удалось сохранить жизнь черному дракону, чтобы он мог мирно жить с повелителем демонов. Наконец, он сказал ему продолжать в том же духе и проходить больше подземелий, но также сказал, что собирается в отпуск, поэтому Сейди должен воздержаться от этого, что заставило его закричать от разочарования. Они вернулись на поле с Арторией, которая все еще была без сознания, и когда они подошли к городским воротам, она проснулась и потребовала, чтобы он ее отпустил. Пока она пыталась вырваться из его рук, Сирия сказала ей быть осторожной,
потому что, хотя ее раны зажили, она все еще была слаба. Затем Артория извинилась за то, что втянула их в свои неприятности. Она показала им свой статус, и они увидели, что ее удача была минус 2 миллиона. Она объяснила, что с самого рождения ее называли носителем бедствий, и что она приносила несчастье всем вокруг. Сейди спросил, есть ли способ снять проклятие, и она ответила, что нет. Когда они, наконец, добрались до гильдии, Артория спросила Эрис, что происходит, и та ответила, что они собирают информацию, чтобы найти своих пропавших друзей. И у нее на глазах выступили слезы, потому что Эрис назвала ее другом. Затем Сейди произнес очень эмоциональную речь о том, как она важна для них и что им плевать на ее проклятие невезения. Это было слишком для нее, и она убежала. Но Сирия сказала Сейди пойти за ней и убедиться, что с ней все в порядке. Тем временем в царстве демонов Лия сообщила своему отряду, что бог Черного Дракона побежден. Они были потрясены, потому что он был самым сильным в армии повелителя демонов, и они задавались вопросом, кто мог победить его. Сейди пытался найти Арторию с помощью камня удачи, когда столкнулся с Адрианой, владелицей волка, которого он встретил раньше. Он спросил, не видела ли она Арторию, и она ответила, что нет, но потом спросила, знает ли он о предрасположенности Артории, и он ответил, что знает. Поэтому она попросила его сблизиться с Арторией. Он заверил ее, что Артория важна для него, поэтому он ее не бросит. В конце концов, он нашел Арторию в том месте, где они выполняли свой первый квест, и спросил, что она там делает. Но вместо ответа она спросила, действительно ли она важна для них, и он сказал, что да. Затем он обнял ее и сказал, что всегда будет рядом, если она в нем нуждается. Но Артория была слишком ошеломлена, чтобы что-то сказать, поэтому просто позволила ему обнять себя. Вскоре Сейди начал думать своей маленькой головой и, улыбаясь, как придурок, сказал себе, что от нее приятно пахнет. Артория позвала его по имени, и он подпрыгнул, как будто его поймали на краже. Она сказала, что ей неловко из-за всего этого, но поблагодарила его. Думая о том, как он может помочь, он вспомнил кольцо, которое нашел в подземелье, и решил, что оно окажет противоположный эффект на Арторию, поскольку ее удача уже была отрицательной. Он надел кольцо ей на палец, и когда она спросила, что это, он сказал, что оно увеличит ее удачу. Артория внезапно оттолкнула его и убежала, оставив Сейди в недоумении от ее поведения, и он задумался, что он сделал не так. Вскоре он понял, что, когда дарил ей кольцо, говорил так, будто делает ей предложение, и пошел за ней, чтобы прояснить ситуацию. Но остановился, когда понял, что с ней все в порядке. Сейди выглядел подавленным, когда завтракал с Сирией, и когда она спросила, что случилось, он сказал, что Артория его избегает. Сирия сказала ему не волноваться, потому что она уверена, что Артория его не ненавидит. Когда он спросил, чем она хочет заняться сегодня, она ответила, что хочет помочь в приюте. Поэтому Сейди сказал, что пойдет по городу и соберет информацию. Расставшись с Сирией, Сейди пошел в гильдию, чтобы спросить Дюселя и Эрса, есть ли у них информация о каких-либо крупных событиях, произошедших недавно, в надежде, что он найдет подсказки, которые приведут его к Канадзуки и остальным. Дюсель сказал ему, что слышал, что соседняя страна провела призыв героев и привела героев из другого мира, чтобы сразиться с воскресшим повелителем демонов. К сожалению, они больше ничего не знали и посоветовали ему поискать информацию в Королевской библиотеке. Дюсель достал карту из своих шорт и протянул ее Сейди, который выглядел так, будто вот-вот умрет от запаха. В Империи Кайзер-король и его советники с кривыми носами говорили о героях, которых они призвали. Король жаловался, что Заки не позволила им участвовать в реальных битвах, поэтому советник предложил записать героев в Академию магии Барбитера. Он сказал, что они легко победят в школе и станут лучшими учениками, что позволит им показать другим странам свою силу. Король беспокоился, что план провалится, но советник сказал, что поскольку герои еще дети, ими легко манипулировать. Король спросил, как он планирует это сделать, и тот объяснил, что они заставят их носить браслеты порабощения, чтобы они не ослушались их. Тем временем Сейди не смог найти полезную информацию в Королевской библиотеке, поэтому ушел и отправился исследовать город. Он наткнулся на молодую девушку с собачьими ушами, которая продавала картины, и когда он спросил, сколько они стоят, она удивилась, потому что раньше никто не предлагал их купить. С покупкой в руках он понял, что проголодался, и пошел на запах еды в скрытое кафе в переулке. Прежде чем войти, он помолился, чтобы там не было извращенцев, как в гильдии. Внутри он встретил только 2 человек, светловолосого мужчину и бармена, который его поприветствовал. Сейди набросился на еду, как голодный человек. Светловолосый мужчина рассмеялся над его поведением, после чего представился как Рэнд. Сейди представился, и Рэнд сказал, что его имя звучит по-восточному, и, не желая выдавать, что он из другого мира, подыграл ему. Затем Рэнд представил бармена как Нода, владельца кафе. Артория сидела с Адрианой в своем саду, и пока они разговаривали, Адриана сказала ей признаться, что она влюблена в Сейди. И Артория, заплакав, сказала, что хочет, чтобы Сейди знал, что она к нему чувствует.
Вернувшись в кафе, Ноа сказал Сэйди, что если мужчина надевает кольцо на левый безымянный палец женщины, он обещает ей свою вечную любовь, и сказал, что если он попытается снять его или даже скажет, что это была ошибка, его кастрируют. Шокированный Сэйди представил, как его сосиску разрезают пополам, и понял, что не хочет этого. Рэнд предложил ему жениться на Артории. Когда он заколебался, Нот понял, что у него уже есть кто-то на примете, и Рэнд прямо сказал ему быть открытым и завести свой собственный гарем. Прежде чем уйти, Нот посоветовал ему четко обозначить свои намерения и извиниться, если придется. После его ухода Нот сказал Рэнду быть осторожным и не выдавать себя. Сэйди пошел в приют Засури и встретил Арторию, которая пришла его искать. Он хотел объяснить, почему подарил ей кольцо, и извинился перед ней, но был слишком труслив, чтобы открыть рот. Когда он, наконец, набрался смелости и попытался заговорить, она остановила его поцелуем. Она сказала, что знает, что он подарил ей кольцо не потому, что у него были к ней чувства, но ей все равно, потому что она влюблена в него. Сэйди разрывался между верностью своей жене-партизанке и чувствами к неуклюжей Артории. И прежде чем он успел ответить, вышла Сари и сказала, что не против разделить его с ней. Потому что для женщин нормально тянуться к сильным мужчинам. Она сказала Сэйди принять Арторию, и он, не теряя времени, признался ей в любви. Они поцеловались, и Сури обняла их и объявила о рождении их гибридного гарема. Дюсель толкнул Сэйди в лицо, пока тот ел, и Сэйди сказал ему, что он может говорить, не тыча своим членом ему в лицо. Он посоветовал Сэйди завести лошадь, потому что у каждого высокопоставленного искателя приключений должна быть лошадь, и снова достал карту из своих шорт. В итоге Сэйди пошел покупать лошадь один, потому что у Сари и Артории были другие дела. Когда он добрался до места, старик, который там работал, спросил, не нужна ли ему лошадь для королевского кубка. Он объяснил, что это гонка вокруг городских стен, и из-за характера гонки победители получают дорогие награды. Он показал Сэйди коллекцию лошадей, которые у него есть для гонок. Сэйди удивился, почему этот сумасшедший показывает ему скаковых лошадей, если он не собирается участвовать в королевском кубке. Следующей была глупая подделка оленей Санты, которая легко сломалась, потому что забыла дышать, а последней была агрессивная ослица, которая всех ненавидела. Пока Сэйди смотрел, как она избивает хозяина, он задумался, что она говорит, и тут же приобрел навык понимать все языки. Сэйди назвал ее Крикуньей, когда наконец понял, что она говорит, и она заметила, что он ее понимает, и пригласила его в свой загон. Как только он вошел, она попыталась легнуть его, но он легко увернулся, она попыталась снова, и он схватил ее за задние ноги. В конце концов она сдалась и извинилась перед ним, но потом сказала, что он тот, кого она ждала всю свою жизнь. Она представилась как Лулун, и Сэйди сказал хозяину, что купит ее. Но прежде чем они ушли, она еще раз пнула его по лицу. Лулун была так рада впервые в жизни выйти из конюшни и находила все, что видела, восхитительным. Сэйди купил ей еды, и она спросила, можно ли ей еще, когда она закончит. Пока они гуляли по рынку, Сэйди увидел, что кто-то разговаривает с девушкой-собакой, у которой он купил картину, и подошел посмотреть, что происходит. Девушка сразу узнала его и снова поблагодарила за покупку картины. Мужчина, который с ней разговаривал, едва заметил Сэйди и сказал ей принять участие в благотворительном конкурсе живописи, который проводился через месяц после Королевского кубка. Мэй сказала, что она недостаточно талантлива, чтобы участвовать в таком конкурсе. Но молодой человек сказал, что раз Сэйди уже купил ее картину, значит, он признал ее талант. Затем он спросил Сэйди, покупал ли он какие-нибудь его картины, и тот ответил, что нет, и это его шокировало, потому что Сэйди никогда раньше не видел его картин. И он показал ему одну. Лулун и Сэйди взглянули на ужасную картину и сказали, что она похожа на треугольник, и пока он сгорал от стыда, Сэйди спросил Мэй, кто он такой. Молодой человек представился как Клей Бургер, старший сын герцога Бургера, а затем снова стал уговаривать Мэй принять участие в конкурсе. Прежде чем она успела ответить, Сэйди сказал ей, что он участвует в Королевском кубке, и сказал, что если он займет первое место, она тоже должна попробовать принять участие в конкурсе живописи. Она сказала, что Королевский кубок опасен, и спросила, не боится ли он. Он признался, что боится, но сказал, что если не попробует, то никогда не преодолеет свой страх. Клей упомянул, что приз за 5-е место в гонке — гигантская рыба, и как только прожорливая Лулун это услышала, она очень обрадовалась. В день Королевского кубка, перед началом гонки, ведущий объявил призы, которые можно было выиграть. Приз за 2-е место — фотографии капитана Валькирии, от которых толпа кричала от восторга, а главный приз — билет на целый день с валькириями. Лулун это не интересовало, потому что ей нужен был только приз за 5-е место — гигантская рыба. Мэй пришла к Сэйди и попросила его отказаться от участия, потому что гонка была опасной. Но как мудрый человек, он произнес целую речь о том, что все боятся первого шага, и им нужен кто-то, кто их подтолкнет.
Затем он сказал ей, что поможет ей сделать первый шаг. Правила были объяснены, и гонка началась. Все помчались на своих лошадях, кроме тех, у кого были олени, которые умерли, испугавшись звука стартового пистолета. Лулун и Сейдзи отставали, потому что Лулун была голодна, и у нее не было сил бежать. Сейдзи проверил свой карманный мир и нашел набор для выращивания плодов эволюции, который дал ему мистер Овца и дал его Лулун, чтобы она поела. По ходу гонки участники использовали все возможные уловки, чтобы вырваться вперед. Один из участников дунул в рог, и появилась стая больших волков и огромный адский волк, которые преградили путь другим участникам. Как раз когда ведущий собирался объявить об окончании гонки, Лулун на полной скорости пронеслась по дороге. Сейдзи сказал ей притормозить, но она ответила, что не может контролировать свою скорость. Она перепрыгнула через других участников и приземлилась посреди стаи больших волков с такой силой, что от ее приземления они разлетелись в разные стороны. Адский волк попытался напасть на нее, но, похоже, фрукт удвоил ее силу, и одним ударом она его вырубила. Другие участники испугались и сошли с дистанции, но Лулун добежала до финиша, и они были объявлены победителями. Артурия и Сирия стояли среди толпы, гордясь своим мужчиной. Единственным, кто не был рад их победе, была Лулун, потому что она хотела рыбу, и Сейдзи пытался ее утешить. Она обняла его, и в этот момент в комнату вошли Сирия и Артурия. Они стояли с открытыми ртами, глядя на Лулун, которая превратилась в человека. Сейдзи немного разволновался при виде этого, и у него пошла кровь из носа, когда она его обняла. Лулун в замешательстве спросила своего хозяина, что происходит, и пока Сейдзи пытался ей объяснить, Артурия тоже подошла к нему и спросила, что он делает. Но прежде чем он успел объяснить недоразумение, она ударила его по лицу. Когда Сейдзи сказал ей, что обнаженная женщина на самом деле Лулун, которая изменилась, потому что он накормил ее плодом эволюции, она не поверила ему и сказала, чтобы он придумал что-нибудь получше. Сария сказала ей, что это правда, но Артурия велела ей перестать защищать этого мошенника, и Сарии ничего не оставалось, как превратиться в гориллу прямо у нее на глазах. Она не могла поверить своим глазам и выглядела так, будто вот-вот упадет в обморок, но вместо этого сказала Лулун следовать за ней. В городе она нашла магазин одежды, и они купили ей одежду. Пока они разговаривали в магазине, пришли две валькирии, чтобы забрать Сейдзи. Они связали ему руки заклинанием и велели следовать за ними. В царстве демонов все капитаны разных подразделений армии Повелителя демонов собрались в конференц-зале. Пока они разговаривали, вошла Люцибут, дочь Повелителя демонов. Поблагодарив их за то, что они откликнулись на ее призыв, она объяснила, что вызвала их, потому что хотела обсудить возможный союз с королевством Винберг. Капитаны были шокированы и закричали. Помощник Повелителя демонов спросил, зачем ей заключать мир с грязными людьми, которые годами преследовали демонов. Он напомнил ей, что именно люди запечатали ее отца, но Лидия сказала, что это еще одна причина объединить их народы. Она сказала, что король королевства Винберг уже пытается подружиться с демонами. Затем Лея сообщила им, что получила информацию о том, что человек, победивший бога Черного дракона, был из королевства Винберг. Она сказала, что бог Черного дракона сказал ей, что его победил человек по имени Сейдзи. Он также сказал ей, что они сражались честно, и он проиграл Сейдзи. Крей сказал Латии, что нужно помнить пророчество, в котором говорится, что объединение сил с людьми принесет им великое бедствие. И она сказала, что если это случится, она отдаст свою голову. Он продолжал настаивать, и один из капитанов сказал ему заткнуться и выполнять приказы своего хозяина, как собака, иначе он с ними разберется. Некоторые другие капитаны тоже согласились и пригрозили ему как трусу. Он убежал, но не раньше, чем сказал им, что они пожалеют, что объединились с людьми. Капитаны поклялись поддержать Людию в ее планах, и она поблагодарила их. Один в тронном зале Крис волновался, что его планы будут разрушены, но сказал, что никто не сможет его остановить, и рассмеялся, как сумасшедший. Валькирии отвели Сейдзи в замок Аркшол, и когда он спросил, зачем они его туда привели, они сказали, что как победитель Королевского кубка он заслужил право провести с ними день. Они отвели его на тренировочную площадку, где тренировались их капитан Луис и другие валькирии. Сейдзи наблюдал за ними и был впечатлен ее мастерством, но также удивился, что даже с его шестым чувством он не мог уследить за ее движениями. Луис подошла к ним и представилась Сейдзи, прежде чем вложить меч ему в руку и попросить сразиться с ней. Тем временем одноклассники Сейдзи были телепортированы в магическую академию Барбадоса, и Канадзуки вступила в противостояние, вызвав ее и ее друзей на тренировочный бой. Когда она отказалась, они попытались запугать ее, но она ударила одного из них, заставив их отступить и посоветовав ей быть осторожнее. Вернувшись на тренировочную площадку, Луиза напала на Сейдзи, но он легко увернулся, и она удивилась, что он смог увернуться от атаки. Но Сейдзи заверил ее, что это было не так просто, как она думала. Она сказала ему, что в следующий раз будет использовать всю свою силу,
и обрушила на него серию атак, но он смог увернуться от них всех. Когда она собиралась нанести последний удар, Сэйди приобрел дополнительные навыки. Он легко увернулся от атаки и выбил меч из ее рук, чем шокировал валькирий, которые не могли поверить, что он сражался с их капитаном и одним из них. Сам Сэйди не мог поверить в то, что произошло, потому что его тело двигалось само по себе. Луиза спросила, может ли она позвать мастера, и попросила его позаботиться о ней. Другая валькирия попросила Сэйди пойти с ней, потому что ей нужно было кое-что ему сказать. В другой части замка король готовился принять ванну, но не знал, что за ним наблюдает убийца через дыру в потолке. Валькирия, за которой Сэйди вышел из тренировочного зала, сказала ему, что Луис родилась без магии и навыков. Но Сэйди подумал, что она просто лжет, потому что он только что сражался с ней. Она сказала, что Луис может воссоздать любое фехтование, которое она видела. И Сэйди подумал, что это впечатляющий талант. Она сказала, что единственный, кто может сравниться с ней, это черный паладин, и прежде чем она успела сказать что-то еще, вошла Луиза и извинилась перед Сэйди за то, что вызвала мастера и поблагодарила его за спасение. Увидев, что она смущена, она объяснила, что из-за ее таланта люди боялись с ней дружить, и поэтому она была совсем одна и не могла назвать никого своим другом. Сэйди мог понять ее, потому что он тоже когда-то вел печальную, несчастную и одинокую жизнь, поэтому он согласился стать ее мастером. Она поблагодарила его, и он сказал, что не уверен, что сможет хорошо ее научить, но она сказала ему не волноваться, потому что она просто будет копировать все, что он делает. Как только Луис сказала, что им пора тренироваться, они услышали пронзительный крик и побежали выяснять, что случилось. Они увидели служанку, которая сказала им, что кто-то напал на короля, и Луиза попросила Сэйди пойти домой, но он сказал, что хочет помочь, но они отказались. Вместо того, чтобы сделать то, что ему сказали, упрямый парень использовал навык видения мира, чтобы найти преступника и обнаружил, что убийца был всего лишь ребенком. Продолжая следить за передвижениями убийцы, он проверил ее характеристики и узнал, что ее зовут Алига Калмерия, и ей всего 8 лет. Он также узнал, что она была рабыней. Убийца спрыгнула с крыши, и Сэйди столкнулся с ней. Она попыталась убить его, но он легко поймал брошенные ею ножи и получил навык рефлекторной защиты, благодаря которому его тело мгновенно реагировало. Прежде чем он успел среагировать, сработали рефлексы, и он бросил в нее ножи. Но она не смогла увернуться, и они пригвоздили ее к стене. Она освободилась и снова попыталась напасть на него, но он легко увернулся. Сэйди удивился, почему такой маленький ребенок стал убийцей, и попытался расспросить ее, но она не дала ему такой возможности. В конце концов он вырубил ее, но тут вошли Луиза и Валькирии, и когда они увидели ребенка, они спросили Сэйди, кто она такая. Он сказал им, что это она напала на короля, что было шокирующим. Луиза попросила его передать девочку Лорне и допросить ее. Сэйди не был уверен, что Лорна справится с этим, потому что она выглядела несерьезно, но Луиза заверила его, что она лучшая. Она сказала, что научилась всем своим навыкам допроса у Эрис. Услышав это, Сэйди был уверен, что она научилась всему, кроме того, как допрашивать заключенного. Сэйди спросил, как дела у короля, и Луиза сказала ему, что он не проснется, потому что нож, которым воспользовалась Алига, был проклятым, и проклятие, наложенное на него, было вечным сном. Она сказала, что тот, кто проклят вечным сном, никогда не проснется, и Сэйди подумал, может ли он чем-нибудь помочь. Затем он попросил отвезти его к королю. В комнате короля Сэйди был удивлен, увидев, что король — это Рэнд, человек, которого он встретил в кафе. Луиза представила Сэйди главе магического отдела королевства, который оказался ее братом Фариа. Он сказал им, что использовал исцеляющую магию на ране, но не смог снять проклятие, и валькирии забеспокоились, потому что думали, что не смогут спасти короля. Они умоляли Сэйдзи помочь им спасти короля, и поскольку у него был навык создания магии, он попытался создать заклинание, которое исцелило бы короля. Пытаясь представить, что он хочет видеть в заклинании, Сэйдзи продолжал думать о самых глупых вещах, и когда он попытался снова, все, что он смог сделать, это сказать «это лучше». Он продолжал повторять слова и случайно произнес их вслух, и в этот момент все поняли, что отдали жизнь короля в руки самого большого дурака, которого они когда-либо видели. К счастью для него, его навык сработал и создал обратную магию под названием «Выздоравливай». Сэйдзи даже не знал, что это значит, и был удивлен, что это действительно сработало. Король проснулся и был удивлен, увидев там Сэйдзи. Но Фарио сказал ему, что Сэйдзи спас его, сняв наложенное на него проклятие. Король поблагодарил его и пообещал наградить, но Сэйдзи отказался, и Луиза попросила его перестать притворяться скромным и попросить то, что он хочет. В империи кайзер Зеге пошел к королю и спросил, где герои. Король сказал, что отправил своих новых рабов в Академию магии Барбитера, чтобы запугать другие страны. В Академии Канадзаки и ее друзья обсуждали, что герои — самые ненавистные люди в Академии. Когда трое подонков, которые раньше бросали им вызов, прервали их. Она сказала им уйти, но они отказались и пригрозили устроить сцену, но она не сказала им, о чем они говорили.
После того, как она рассказала им, они засмеялись и напомнили ей, что Гелио, старый дизер с оберегами, сказал им показать свою силу как героев. И поскольку они легко освоили магию, они просто воспользовались своим правом лучших, поставив остальных на место. Однако Канадзаки заявила, что они зашли слишком далеко, но они сказали ей, чтобы она не зазнавалась и перестала притворяться праведной и не хотела создавать еще больше проблем. И она с друзьями ушла. Луиза спросила Лорну, как проходит допрос, пока они принимали ванну. Но Лорна призналась, что не смогла ничего вытянуть из Алиги, потому что та молчала. Затем они поговорили о том, каким крутым и мужественным был Сейдзи, когда сказал королю, что в награду хочет научиться магии и фехтованию валькирии. Тем временем за пределами замка в бане, где принимали ванну Сария, Артурия и Лулу. Артурия спросила, не беспокоятся ли они о Сейдзи, который еще не вернулся, и сказала, что есть вероятность, что этот бабник вернется с другой женщиной под руку. Сириус сказала, что не беспокоится, потому что он может справиться с чем угодно. А Артурия призналась, что ревнует и даже представила, как Сейди целуется с валькириями, прежде чем Гускил каким-то образом добрался туда и взял Сейди на руки. Тем временем в ванной комнате замка король Ренс сказал Сейди, что его мечта — построить общественные бани по всему миру, потому что, очевидно, все равны, когда они голые и в ванне. В империи кайзер Зеки спросил короля, почему он отправил героев в академию, сказав, что с ними может случиться что-то плохое. Но король ответил, что ему все равно, что случится с жертвенными ягнятами, которые должны ему служить. Зекия не мог поверить, что он может быть таким жестоким, и спросил, что он будет делать, если герои станут слишком могущественными и восстанут против них. Советники короля сказали, что этого никогда не случится, потому что он лично надел на них браслеты порабощения, и если они попытаются их снять, то умрут. Прежде чем Зеки успел спасти еще кого-то, в окно влетела стрела, и он быстро остановил ее, прежде чем она достигла короля. Он сказал советнику присмотреть за королем, пока он будет искать нападавшего. Воспользовавшись тем, что они остались одни, Гелио, советник короля, сказал ему, что слышал, что демоны и король Винбурга заключают союз. Он сказал королю, что это оскорбление для него, поскольку он готовится к войне с демонами. Король только рассмеялся и сказал ему, что уже отправил сумеречного убийцу разобраться с королем Винбурга. Флори разбудила Сейди, и когда он увидел Сирию, Артурию и Лулу, он спросил, что они здесь делают. И Флорио сказала ему, что они хотели его увидеть. Затем Артурия сказала ему, что Сария очень беспокоится о нем и ревнует, потому что думает, что у него может быть роман с валькириями, но Сария назвала ее лгуньей. В этот момент вошел Луис и обратился к хозяину Сидии. Пока Сирия и Лулун хвалили ее, ревнивая Артурия была готова избить его до полусмерти. Опасаясь за свою безопасность, он сразу же объяснил, что она капитан Валькирий. Затем Сирия представилась женой Зичи, и Флорио поздравила его с тем, что он заполучил такую красотку, но прежде чем Сейдзи успел ответить, Артурия представилась его девушкой, а Лулун — его верной служанкой. Удивленный Флорио назвал его дикарем, а Луиз заявила, что гордится тем, что он ее хозяин. Тем временем в комнате для допросов Лорна связала ногу и приготовилась начать допрос. Лорна начала допрос, и, как она сказала, наблюдая за ним из другой комнаты, он подумал, что она считает себя героиней полицейского сериала. Лорна пыталась разговорить Алигу, дразня ее запахом еды, пока та ела, и поскольку Сейдзи не мог смотреть на это жалкое подобие плохого полицейского фильма, он ворвался в комнату. Луиза последовала его примеру и развязала Алигу. Затем Сейдзи сказал ей есть столько, сколько она хочет. Когда она закончила есть, Луиза сказала Сейдзи, что на ней был ошейник порабощения, который заставлял ее подчиняться приказам того, кто его надел. Сейдзи понял, что ошейник был причиной того, что Алига напала на короля и Лорну. Затем Сейдзи спросил, почему они не могут просто снять ошейник, но Алига сказала, что это невозможно, и в доказательство своих слов. Она потянула за него и тут же получила удар током. Сейдзи был в ярости и спросил, кто мог сделать такое. Король империи Кайзер только что узнал, что Алига потерпела неудачу, и был в ярости. Но Гелио сказал ему не волноваться, потому что на ней все еще был ошейник. Король спросил, собирается ли он заставить ее покончить с собой, и он ответил утвердительно, что сразу же вызвало одобрение короля. Тем временем где-то в лесу Зеки тренировался и думал, правильно ли он поступает, сражаясь за империю. Он вспомнил свою встречу с нападавшим, который пытался убить короля. Мужчина сказал, что сделал это, чтобы отомстить за девушку-демона, которую убили по приказу короля. Зеки сказал ему, что недостаточно угрожать империи, нападая на короля. Но мужчина ответил, что он всего лишь безмозглая марионетка, которая всегда делает то, что ей говорят. Они подрались, и мужчина использовал свои навыки, чтобы заставить стрелы лететь в Зекию, но ему удалось отразить их все.
Мужчина сказал, что не ожидал ничего большего от клинка короля, и сказал, что они встретятся снова, когда он перестанет быть марионеткой. Вернувшись в королевство Виндвард, Сейдзи узнал, что никто, кроме того, кто надел ошейник на Алигу, не может его снять, и нет никакого магического заклинания, которое могло бы помочь в этой ситуации. Тогда он решил создать заклинание, которое позволило бы ему снять ошейник, но не смог его визуализировать. Глядя на ее страдальческое выражение лица, он пообещал освободить ее, и тогда в его голове возник образ свободы, и его версией свободы оказался Авраам Линкольн. Вот так. Это должно быть идеально. Он непреднамеренно спроецировал его, и он появился в комнате, повторяя слова «свобода». Так было создано новое освобождающее заклинание под названием «Президент Линкольн», и ошейник на Ольге сломался. Когда Сейдзи сказал ей, что она теперь свободна, она расплакалась, и ничего не понимающий Сейдзи не знал, что пошло не так, но Серио подошел к ней и обнял. А Артурия не могла поверить, что кто-то мог так жестоко поступить с маленькой девочкой. Несмотря на происходящее, Лулун была занята тем, что доедала остатки и мешала очень эмоциональному моменту, потому что единственное, что имело значение, — это еда. Алика сказала им, что в империи Кайзер преследует зверолюдей. Она объяснила, что всех взрослых отправили в концентрационный лагерь, а детей обучали быть убийцами. Она всю жизнь служила убийцей в империи Кайзер и призналась, что убила много людей с тех пор, как на нее надели ошейник. Она сказала, что цена только как убийца и ничего больше, но Сейдзи взял ее за руку и сказал, что она может начать все сначала. Он сказал ей, что империя Кайзер — зло, потому что по-разному относится к зверолюдям. Он попросил ее относиться к нему как к старшему брату в Сирии и спросил, может ли Алига остаться с ними. Но Алига сказала, что не может, потому что империя Кайзер придет за ними, ведь она теперь предательница. Он пообещал защитить ее, сказав, что хоть он и выглядит слабаком, на самом деле он сильный. Он спросил Луиса, можно ли взять Алигу, и она сказала, что уже собиралась попросить его позаботиться о ней. Гелио говорил с ним через шар и спросил, что делает армия повелителя демонов. Крис сказал ему, что хотя им пришлось внести изменения в свои планы из-за желания Люциуса объединиться с королевством Виндвард, план идет хорошо. Услышав это, он обрадовался, что их планы работают, и пообещал тоже внести свой вклад. Сейдзи учился управлять своей водной магией под руководством Флории, и когда он пожаловался, что это тяжело. Флория сказала ему, что у него хорошо получается по сравнению с тем, когда он чуть не утопил их в первый раз. Пока они смотрели, как Сирия и Артурия занимаются своими делами, к ним подошла Луиза. Она попросила его защитить короля, пока ее не будет. И когда он спросил, куда она собирается, она сказала, что они получили сообщение от Черного Паладина о том, что монстры становятся все активнее на границе. Поэтому она и Валькирии собирались помочь ему справиться с ситуацией. Он согласился на ее просьбу, и она поблагодарила его. Когда Валькирии были готовы уйти, Сейдзи и остальные пришли проводить их, пообещав разобраться со всем, пока их не будет. В замке, пока Сейдзи сокрушался, каким могущественным и чудовищным он становится, он услышал голос Гуселя. Он также заметил наследницу, и когда Сейдзи спросил, что они здесь делают, он объяснил, что они привели кого-то к королю. Когда к ним подошел бедный Фродо из Волмарт, Флория узнала в нем святого мага Варнаву, и когда Сейдзи спросил, кто он такой. Флория была потрясена его невежеством и сказала, что он единственный маг, владеющий всеми видами магии. Затем он начал фанатить как настоящий атаку и потерял самообладание, когда Варнава сказал, что знает, кто он такой. Пока они разговаривали, Сейдзи задумался, зачем такой великий человек пришел к королю. В тронном зале король Ренс приветствовал Гуселя и наследницу, которые не оставили своих странных привычек в гильдии. Увидев Варнаву, он удивился и спросил, почему тот не сообщил ему о своем визите. Сиси спросила, какие у них отношения, и Флория сказала, что Варнава был учителем короля. Ренс спросил, зачем пришел Варнава, и тот ответил, что это из-за Академии магии. Он сказал, что с тех пор, как герои Сикая присоединились к Академии, от них одни неприятности. Прежде чем Сиси успела подтвердить, что они его друзья, пришел рыцарь и сообщил, что в лесу появилась орда монстров, и они вторглись в столицу. Он сообщил, что их около 5, и все они уровня босса. Ренс забеспокоился и сказал Варнаве, что ему не о чем беспокоиться, потому что у них есть могущественные валькирии, но Ренс сказал ему, что они ушли защищать границу. На границе Луиза была удивлена количеством собравшихся монстров, и Черный Паладин сказал ей, что он уничтожил многих из них, но они все еще идут. Луиза предложила использовать тотальную атаку, чтобы они не смогли оправиться. Затем она повела своих валькирий в бой. Пока шла битва, ей сообщили, что монстры вторглись в столицу. Из царства демонов хихикал странный Гелио, наблюдая за хаосом в человеческом мире. Пока они смотрели, как приближаются монстры, Артурия призналась, что за годы работы авантюристом она никогда не видела столько монстров одновременно.
Однако Сара была рада возможности снова сразиться, а Лил Лун сказала, что ей страшно, потому что если они не смогут защитить город, она больше не сможет есть свою любимую еду. Сейдзи не мог поверить, что этот тупой осел думает о еде в такое критическое время. Но она рассмеялась и сказала, что будет сражаться ради хорошей еды. Алика потянула Сейдзи за одежду и предложила помочь, потому что хотела жить с ними в городе, но Сейдзи попросил ее не перенапрягаться. И она заставила его пообещать погладить ее по голове, если она справится. Кроме них присутствовали все остальные чудаки из гильдии, и каждый из них напомнил Сейдзи, почему он считал их сумасшедшими. Все были воодушевлены, и они бросились на монстров, но прежде чем Сейдзи успел присоединиться к ним, Варнава сказал ему оставаться на месте и наблюдать. Гусел каким-то образом использовал силу своих мышц, чтобы победить монстров, а Эрис удалось связать некоторых из них и использовать на них свой хлыст. Малыш-мужчина бросал бутылки с мопом, которые взрывались, а Мигалка использовал ослепляющую силу своего барахла на монстрах, и Клод был единственным нормальным человеком среди них. Даже иракезы использовали какую-то странную технику, которая, как они утверждали, передавалась в их клане. В этот момент Сейдзи просто согласился, что они выглядят круто. Он наблюдал, как владелец кафе легко победил короля зверей и короля Ренца, и понял, что не ожидал меньшего от бывшего убийцы. Сария смогла победить монстров, используя свою партизанскую руку, а Артурия использовала замораживающее заклинание, прежде чем убить своего противника. Лулун использовала свои мощные удары, которые она назвала лулунианским выстрелом, и маленькая Алига легко расправилась с монстрами. Наконец, Варнава использовал заклинание под названием «Дождь хаоса», которое обрушило на монстров огненный дождь. Несмотря на это, монстры продолжали наступать, поэтому он использовал торнадо хаоса, чтобы отбросить их, но сумел не задеть своих союзников. Как только Сейдзи начал радоваться победе, пришло еще одно сообщение о новой орде монстров. На этот раз все они были уровня босса, и их было намного больше, чем в прошлый раз. Пока они смотрели, как приближаются монстры, Варнава заявил, что в Арде полно монстров С-ранга, и в этот момент члены гильдии и рыцари сражались с ними и были отброшены назад. Сейдзи задумался, сможет ли он создать широкий неправильный взгляд, чтобы победить монстров, но проблема была в том, что он мог уничтожить и своих друзей, и союзников вместе с монстрами. Поразмыслив над этой идеей, он наконец пришел к выводу и сказал Варнаве, что знает идеальное заклинание, чтобы покончить со всем. Он представил себе заклинание, которое атакует сверху и действует как Божий суд. В своем воображении он увидел Леди Справедливость и назвал заклинание «Суд», прежде чем активировать его, но когда ничего не произошло, он упал на колени от стыда. В этот момент Леди Справедливость подняла свой меч и вынесла свой приговор, и молния поразила монстров одного за другим, полностью уничтожив их. Когда молния ударила в Дюселя и наследницу, чудаки приняли боль и даже попросили еще. Сейдзи проверил статистику заклинания и обнаружил, что оно поражает тех, кого считает вредными, и, видимо, это тоже было игрой для человечества. Когда монстры были уничтожены, они отпраздновали свою победу. Хилио, который наблюдал за всем из царства демонов. И когда он пожаловался, Леди Справедливость тоже поразила его своим приговором, оставив его похожим на редкий стейк. Поскольку Сейдзи победил всех монстров, он получил новые навыки и предметы из их останков, но пожаловался, потому что ему не нужны были новые читерские навыки. Ренц и Варнава похвалили его и попросили продолжать использовать свои силы для защиты их королевства, прежде чем уйти, чтобы оценить нанесенный ущерб. Девушки подошли к нему, как только Ренц ушел, и Артурия спросила, какую магию он только что использовал, сказав, что его статус был жив и что он все это время притворялся слабым. Алига привлекла внимание Сейдзи и напомнила ему о его обещании погладить ее по голове, если она хорошо справится, и он это сделал. Поэтому Спарнабус попытался выглядеть мило и попросил его тоже погладить его по голове. Сейдзи с отвращением тут же отказался. Наконец, став серьезным, Варнава спросил Сейдзи, не хочет ли он поступить в его академию и стать учителем. Сейдзи спросил, зачем он ему нужен, и тот ответил, что был впечатлен заклинанием, которое он использовал, чтобы уничтожить монстров. Затем он сказал, что знает, что это его собственное заклинание, и хочет учиться у него, хотя Сейдзи продолжал отказываться. Упрямый старик был настойчив и настаивал, чтобы он поступил в академию. Сейдзи сказал ему, что обещал Луизе защищать короля и королевство, пока ее нет, и что он тоже не может быть вдали от своих женщин. Тогда Варнава объяснил, что Сирия может поступить в академию как студентка, Артурия может стать учителем, а Лулун может стать либо студенткой, либо инструктором по боевым искусствам. Сейдзи все равно отказался, но девушки заявили, что не против, если они будут вместе. Поэтому он согласился пойти с Варнавой, когда Луиза вернется. Поскольку у них еще было время до возвращения Луизы, Сейдзи решил пригласить каждую девушку на свидание. Первым была Лулун, они пошли в ресторан, и жадная ослица съела все, что смогла. Затем он пригласил Артурию, а потом они пошли по магазинам, прежде чем отправиться в театр. Его последнее свидание было с Сирией,
но она спросила, может ли она взять с собой Алигу, потому что ей было неловко оставлять ее одну. Они втроем пошли гулять, и пока Алига играла с другими детьми, Сейди поблагодарил Сирию за то, что она любит такого никчемного неудачника, как он. И, признавшись ей в любви, попытался поцеловать ее, но дети заметили, что Сирия плачет, и назвали Сейди плохим человеком. Он попытался объясниться, но они потеряли интерес к его словам и попросили его поиграть с ними. Пока они играли, они заметили что-то парящее в небе. И на нем были разные картинки, и на одной из них была Мэй. На Таймс-сквер проходил конкурс туристических рисунков. Сейди и девушки с большим энтузиазмом пошли посмотреть. Вскоре организаторы представили участников конкурса, и первым был Клей. И когда он показал свою картину, толпа не была впечатлена. Сирия назвала ее красивой, а Лулу сказала, что она похожа на яблоко, а Сейди удивился, почему она думает только о еде. Они были удивлены, когда Клей сказал, что на картине изображено пламя спички. Последней участницей была Мэй, и она очень нервничала, когда показывала свою картину. Сейди был потрясен, увидев, что она нарисовала его как благородного рыцаря на коне. Но в его случае это был осел. Она объяснила, что это картина о человеке, который дал ей смелость участвовать в конкурсе, и назвала ее «Герой», потому что он действительно был ее героем. Сейди поздравил Мэй с победой в конкурсе, и она сказала, что дедушка Клея предложил ей возможность учиться в Америке, городе искусства. Она спросила, позволит ли он ей нарисовать его в качестве первой картины после окончания художественной школы, и он согласился. Затем она попрощалась с ним и ушла с Клеем. Тем временем валькирии наконец вернулись в город, и Сейди встретил их у ворот. Луиза сказала ему, что слышала, что он уезжает с Варнавой, и хотела поехать с ним, но он сказал ей, что понимает, что ей нужно защищать свое королевство, и попросил ее иногда навещать их. Вернувшись в царство демонов, Клай лежал на полу и выглядел подавленным, когда ему позвонили апостолы повелителя демонов. И пока они разговаривали, повелитель демонов потребовал объяснить, почему они задерживаются и не возвращают его. Съежившись как трус, Клай сообщил ему, что апостолы разбросаны по всему миру и пытаются собрать отчаяние, необходимое для его поддержания. Повелитель демонов заявил, что этого недостаточно, и потребовал, чтобы они принесли ему больше отчаяния, смерти и несчастий, чтобы он мог вернуться. Одна из апостолов предложила напасть на Академию магии Барбитра, так как там учатся дети королевских семей и одаренные со всего мира. Она сказала, что убийство детей наверняка вызовет большое отчаяние и хаос, и Хирио согласился. В Академии Каназуки вспомнила свой разговор с другой студенткой, которая спрашивала о Сейди. Она сказала, что он однажды спас ее, и она хотела отплатить ему. В тот день, когда Сейди и девушки уезжали из города в Академию, их друзья из гильдии, а также король Ренц и Валькирии пришли попрощаться с ними. Они поблагодарили его за все, что он для них сделал, и сказали, что будут ждать его возвращения. По дороге в Академию Брамбас спросил Сейди, скучает ли он по городу, и тот ответил, что любит это место и его жителей и обязательно вернется когда-нибудь. Брамбас сказал ему, что они почти приехали в Академию и что он рассчитывает на Сейди, и прежде чем он успел ответить, что-то упало на крышу кареты. Сейди выглянул и увидел парня, одетого как супергерой. Когда он спросил, кто он такой, тот представился как герой справедливости, Гаргант из определенных побед, и попросил его запомнить это. Однако Сейди просто назвал его еще одним чудаком. Наконец, Сейди и девушки добрались до Академии магии Барбитера, и Варнава предложил показать им все вокруг. Он провел их по городу Академии, и пока остальные осматривались, прожорливая ослица Лулун набивала рот едой. Тем временем в Академии Каназуки и ее друзья обсуждали свой статус изгоев, когда она внезапно вскочила, и ее друзья спросили, что случилось. Она сказала, что почувствовала знакомый запах, и один из мальчиков спросил, не Сейди ли это. Каназуки подтвердила это, сказав, что он единственный, кто может издавать такой запах в Калане. Позже Сейди и девушки собрались в кабинете Варнавы, и он объяснил, что к героям из Империи Кайзер относится как к изгоям, потому что их способности превосходят способности большинства студентов. Затем он повернулся и приказал Сейди стать спасителем Академии и поддерживать порядок в школе. Сейди был шокирован, потому что сумасшедший старик никогда не говорил ему, что стать Суперменом — это часть его обязанностей. Варнава объяснил, что хочет, чтобы он обучил некоторых студентов, чтобы они стали такими же сильными, как он, даже если у них нет сюжетной брони, чтобы они могли сравниться с героями. Затем Артория спросила, какую роль каждый из них будет играть, чтобы вписаться в Академию, и Варнава с радостью распределил роли, сказав, что Сирия и Лулу будут студентами. Лулун спросила, что Сейди думает об их нарядах. Варнава и Сейди сказали, что они хорошо выглядят, и это так обрадовало Сарию, что она тут же превратилась в гориллу и разорвала свою форму.
Затем извращенный старик сказал, что Артория будет учителем-авантюристом, но от его воображения у старика пошла кровь из носа, и Артория вправила ему мозги. Затем он сказал, что Алига будет помощницей Сейдзи, и когда она приняла милую позу, отвратительные апитосы начали восхищаться ею с восторженными лицами. И снова Артория наказала Варнаву. Пока Варнава призывал девушек стараться изо всех сил, Сейдзи наблюдал за ними и вспоминал, как он превратился из жалкого неудачника в могущественного героя только потому, что съел плод эволюции. Однако его сентиментальный монолог прервал Варнава, который сказал ему, что он должен пойти с ним, чтобы он мог представить его классу. Он сказал Сейдзи, что будет отвечать за класс F, но предупредил, что ученики проблемные. Когда он попытался объяснить подробнее, дверь внезапно открылась и ударила его о стену, шокировав Сейдзи и остальных. Учитель, который открыл дверь, вошел в комнату и подошел к Варнаве, который превратился в бумагу. Вернув себе тело, Варнава встал на колени перед учителем, а Артория потребовала сказать, кто она такая. Она не успела ответить, потому что Варнава, все еще дрожа, попытался заговорить с учителем, который отругал его за то, что он прогуливает и оставляет всю работу на сотрудников. Она бросила на стол стопку документов, которые он должен был подписать, и почти напугала старика до смерти, когда подошла к нему и потребовала объяснений. Варнава объяснил, что работает на благо Академии, но она сказала ему, что если он заботится об Академии, то должен закончить работу с документами. Старый извращенец, похоже, хотел умереть, потому что спросил, можно ли потрогать ее грудь, и она так разозлилась, что бросила в него все документы. Затем она велела испуганному Сейдзи и девушкам следовать за ней, оставив похотливого Варнаву и его мозги по уши в бумагах. Сейдзи пытался заговорить, пока они шли по коридору, но испугался, когда она внезапно остановилась и обернулась. Затем она извинилась за то, что произошло в кабинете директора, и представилась как Беатрис Рондер, бывшая учительница класса F. Это удивило Сейдзи, и она объяснила, что директор поручил ей помогать ему в качестве ассистента учителя. Затем она указала на класс А и сказала Артории и Лулу идти туда, потому что они должны быть в этом классе. Лулун пожаловалась, что не хочет расставаться со своим любимым хозяином. Но она радостно убежала, когда Беатрис сказала, что столовая находится рядом с ее классом. И Сейдзи не мог поверить, как быстро жадный осел переметнулся на другую сторону при упоминании столовой. Затем Артория попрощалась с ними, а Беатрис попросила остальных пойти с ней. Но Сейдзи спросил, не собирается ли она отнять у него работу. Беатрис не сразу ответила и крепко сжала папку в руке, что напугало Сейдзи, и он подумал, не постигнет ли его та же участь, что и Варнаву. Однако она не набросилась на него, как он ожидал, и призналась, что не смогла раскрыть их истинный потенциал. Беатрис сказала Сейдзи, что хотя все в Академии считают их проблемными детьми и пустой тратой ресурсов, она верит в них. Она добавила, что поскольку директор признал его, она будет доверять ему и надеяться, что он поможет ученикам добиться успеха. Сейдзи пообещал сделать все возможное, а Сирия и Алига заверили ее, что с Сейдзи все будет хорошо. Вскоре они подошли к двери класса F, и Сейдзи задумался, справится ли он с этой работой. Но Сарья подбодрила его, и это придало ему уверенности. Однако, когда он открыл дверь, его ударили по голове тазом, который поставили ученики. Но он не сдался и вошел в класс. Когда он подошел к доске, то поднял голову, чтобы обратиться к классу, но удивился, увидев, что там всего 4 ученика. Один был хулиганом сбитый, другой парнем с лысой головой, третий — принцем, а последняя — девушкой. Хуже всего было то, что они все кричали, когда он смотрел на них. И Сейдзи задумался, не обманула ли его Беатрис, когда назвала их хорошими учениками. Хулиган с помпоном ударил битой по полу, напугав Сейдзи, чей жалкий крик привлек внимание остальных учеников. Он стоял и ждал, что будет дальше, а они подходили к нему, пытаясь запугать, и двигались, как куклы-пузыри. Тем временем в пещере в мире демонов свинья Плакса разговаривала с бородавчатым Гелио через шар, обсуждая свои планы по воскрешению повелителя демонов. Гелио сказал, что им нужны негативные эмоции отчаяния человечества, и спросил, какие планы у свиньи Плакса для этого. Крес рассмеялся как сумасшедший и сообщил ему, что Великий Орден Дьявола разработал план нападения на Академию магии Барбитера, после чего они направят отчаяние родителей, потерявших своих детей, на воскрешение повелителя демонов. Гелио похвалил его за восхитительно продуманный план, и пока они смеялись, как сумасшедшие, свинья Плакса внезапно оказалась связана 3 золотыми кольцами. Пытаясь освободиться, он спросил, кто посмел напасть на него. И тут из тени вышли Демирос и Агревс.
Крас спросил, что они здесь делают, и Демирос сказал, что они сами собираются отправиться в Барбитер, что удивило его. Энгрия добавила, что они не могут доверить такое важное задание некомпетентному неудачнику. Согласен. Но Крес возразил, что он все еще планирует нападение. Тогда Демирос сказал ему, что нет необходимости готовиться, потому что они легко со всем справятся. Затем они ушли, оставив свинью Плаксу связанной, и он умолял их освободить его. Но они проигнорировали его крики, и, уходя, Энгрия сказала, что не может дождаться, когда услышит крики детей. В классе F мучения Сейдзи продолжались, когда он со страхом пытался представиться хулигану, который наслаждался страхом, который он внушал бедному Сейдзи, пока Беатрис не позвала его. Он выглядел так, будто сейчас наложит в штаны, когда повернулся к ней, но тут же подошел к ней и попытался подлизаться, назвав ее боссом Беатрис. Беатрис и глазом не моргнула, когда ударила его по голове блокнотом, отчего он закричал от боли и упал. Сёра и Алига, которые молча наблюдали за происходящим, схватились за головы, и Сёра сказал, что это сильно повредило бы его мозгу, если бы он у него был. Мальчик встал и пожаловался, что Беатрис ударила его уголком книги, но она сказала ему заткнуться и добавила, что это он нарывался на неприятности. Когда она сказала, что Сейдзи их новый учитель, мальчик повернулся к нему и спросил, почему их учителем будет недоразвитый манчок. Но Беатрис ответила ему пощечиной, от которой он отлетел на стул. Когда все расселись по местам, а хулиган успокоился, Беатрис представила Сейдзи как их нового учителя, а Алигу как его помощницу. После того, как Сейдзи и Алига представились, она представила Сирию как их новую одноклассницу, и у хулигана глаза на лоб полезли, когда он ее увидел. Затем вскочил со своего места и попытался подкатить к ней, пригласив на свидание. Но Беатрис заметила, что единственное, что в нем плохо, это его зловонное дыхание, пахнущее ядовитым газом. Затем она попросила их представиться, и хулиган представился как Агнопа Сион, ужасный помпон из ада, который выиграл 999 боев. Сирия была так впечатлена его представлением, что решила представиться и превратилась в гориллу. Это повергло класс в шок. И Сирия тут же сказала им, что это магия, и быстро вытолкала ее на улицу с помощью Оли. Следующим был седовласый мальчик, который представился как Брод Кайзер, принц империи Кайзер, но когда он представился. Агнес подошел к нему и начал говорить, чтобы он перестал его игнорировать. Затем Рут сказал Сейдзи, что хотя они и в одном классе, он не на том же уровне, что и тупоголовый бандит из подворотни, который ничего не понимает. Но это только заставило Агноса вызвать его на бой. Сейдзи пытался их успокоить, но они не слушали, пока Беатрис не использовала свой блокнот как звезду ниндзя и не посмотрела на них так, что они тут же сели на свои места. Следующей была девочка, но она выглядела такой безразличной, что Сейдзи пришлось спросить, есть ли у нее что сказать. Все еще не глядя на него, она сказала, что ее зовут Хелен Роза, и когда он спросил это все, она посмотрела на него. Поняв намек, он перешел к парню с непокрытой головой, который принял позу супергероя, прежде чем представиться как Берт Лутро, используя табличку с приманкой. Сейдзи удивился, что он не может говорить, но Сирия, похоже, считала его милым. Затем Сейдзи взглянул на своих странных учеников и закричал, сказав, что не уверен, что справится с этой группой диких учеников. В другом конце школьного коридора Кеннесси пытался найти Сейдзи, выслеживая его как собаку. Когда она почувствовала его запах, то побежала в ту сторону, но, завернув за угол, столкнулась с Сета Эрин, девушкой, которая раньше спрашивала ее о Сейдзи. Она извинилась за то, что столкнулась с ней, и Аарон спросил, почему она так торопится. Тогда Коносуки объяснила, что почувствовала запах девственных гормонов Сейдзи, и Аарон побежал искать его, прежде чем Коносуки успела что-то сказать. Позже в классе F Сейдзи наблюдал, как Беатрис раздавала ученикам проверенные тесты по траволечению. Агнос был первым, кто получил свой, но этот болван удивился, когда услышал, что получил 0, как будто у него были работающие клетки мозга. Рут получил 90 баллов, и Сейдзи похвалил его. Когда назвали оценку Берда, Сейдзи вспомнил, как Артурия отругала его за то, что он настолько глуп, что не может отличить лекарственные травы от грибов маны. Он честно не мог поверить, что Берд достаточно умен, чтобы получить 95 баллов, несмотря на то, что выглядит как тупица. Агнес начала жаловаться, что Берд получил больше баллов, чем он, но Прат сказал ему, что это потому, что он не писал глупых ответов, как он. Они начали спорить о том, кто победит в драке с Бердом, используя свои карты, чтобы высказать свое мнение, пока Беатрис не ударила по столу своей книгой, остановив идиота на полуслове. Они тут же в страхе сели на свои места, и Сейдзи подумал, какая она страшная, когда назвала Хелен идеальный результат в 100 баллов. Хелен, похоже, было все равно, но Сёра, которая снова превратилась в гориллу, сказала ей, что она умная.
Когда Сейдзи заметил это, они с Алигой вывели ее из класса, оставив учеников спрашивать Беатрис, можно ли превращаться с помощью магии. В коридоре Сейдзи сказал Сирии перестать превращаться в гориллу и пугать одноклассников, и она с радостью согласилась, заставив Сейдзи задуматься, поняла ли мускулистая горилла, что он ей только что сказал. Когда он вернулся в класс, то столкнулся лицом к лицу с грудью Беатрис и отступил назад, чтобы не задеть ее. Беатрис только улыбнулась и спросила, не хочет ли он понаблюдать за физическими способностями учеников на специальном уроке, на что он согласился. Пока ученики шли в тренировочный зал, они задавались вопросом, кто такой Сейдзи, и поскольку они заметили, что Сирия, похоже, близка с ним, они спросили ее о нем. Сирия сказала им, что она жена Сейдзи, шокировав их идеальной позой Джоджо. Затем Брут спросил, кто такая Алига, и Сирия сказала, что она младшая сестра Сейдзи. Но когда Хелен спросила, пришли ли они вместе, Сирия объяснила, что они пришли вместе с девушкой и служанкой Сейдзи. Это откровение заставило Агнес побежать искать Сейдзи, чтобы научиться его экстремальным техникам подъема. Пока они смотрели, как убегает идиот, Хелен спросила Сирию, действительно ли Сейдзи сильный человек, и она подтвердила это, сказав, что он очень сильный. Тем временем Сейдзи, Алига и Беатрис вернулись в кабинет Барнабаса, и, поглаживая бороду, он спросил, что Сейдзи думает о своих новых учениках. Сейдзи сказал ему, что они уникальны, но он не думал, что они такие проблемные ученики, какими он их изобразил. Барнабас продолжал поглаживать бороду, рассказывая Сейдзи, что ученики класса F отличаются от других учеников школы. Сейдзи спросил, что он имеет в виду. Вместо ответа Барнабас спросил, знает ли он, как другие ученики называют учеников класса F, и Сейдзи пришлось напомнить ему, что он только что пришел в школу. Беатрис сказала ему, что их называют трупами-отличниками. Затем она объяснила, что у учеников серьезная проблема, и Сейдзи задумался, что это за проблема, из-за которой они получили такое прозвище. Позже ученики наконец добрались до тренировочного зала, и как только Хелен сказала им стараться изо всех сил и показать Сейдзи, что они не бесполезны, пришли ученики из другого класса. Теобальд, старший брат Брэда, не теряя времени, начал оскорблять и унижать их. Он сказал им, что они недостойны дышать с ним одним воздухом, а когда Брэд попытался заговорить, он оборвал его и спросил, чувствует ли он себя немного умнее, находясь рядом с тупыми головами. Затем Агнес подошел к Теобальду и попытался бросить ему вызов, но Брэд сказал ему отступить, заставив Агноса возразить, что он не будет сидеть и слушать, как парень с пластиковыми шариками несет чушь о них. Затем он попытался напасть на Теобальда, но Берт удержал его, и Теобальд пообещал показать им разницу между классом S и учениками-отличниками. Сарья спросила, что он имеет в виду под классом S, и Хелен объяснила, что это лучший класс в академии. Теобальд только что сказал им, что тот, кто бросит ему вызов, будет раздавлен, когда заметил Сирию среди ее одноклассников. Он подошел к ней и спросил, как ее зовут, и она сказала ему, а он заявил, что она не его женщина. Однако Сирия улыбнулась и сказала ему, что не может быть с его претенциозной задницей, потому что у нее уже есть мужчина. Теобальд подумал, что ослышался, и спросил, не отказала ли она ему, и Сирия сказала ему, чтобы он ел грязь. Он не мог поверить, что ему отказала девушка, и сказал, что нет мужчины лучше него. Но Сирия продолжала перечислять достоинства Сейдзи и хвалить его, заставляя Теобальда чувствовать себя ничтожеством с каждым словом. Агнос нашел это забавным и начал смеяться над ним, что оскорбило Теобальда, и он поклялся разобраться с ними. Не желая принимать отказ, Теобальд попытался снова попросить Сирию стать его девушкой, но она ответила так быстро, что он буквально сгорел от стыда. Он попытался сделать вид, что ничего не произошло, и притворился, что не потерял достоинства. Поэтому он развернулся и пошел прочь со своими друзьями. Но прежде чем он успел уйти далеко, Агнос остановил его, сказав, что он слабак, раз пытается поджать хвост и убежать. Теобальд обернулся, сказал ему не испытывать судьбу и добавил, что решил оставить их до предстоящего соревнования между классами. Он сказал, что собирается их уничтожить, и попросил их с нетерпением ждать рекордного разгрома. Когда они уходили, вошел Сейдзи, и когда Сури окликнула его, Теобальд оглянулся и оценил мужчину, который, по ее словам, был лучше него. Сейдзи извинился за опоздание на урок, и когда Беатрис заметила их взгляды, она спросила, что случилось. Они отмахнулись, сказав, что ничего, и попросили Сейдзи начать урок. Он сказал им показать ему свои лучшие навыки и объявил, что не будет использовать против них магию. Хелене это не понравилось, и когда Агнос сказал, что будет первым, кто бросит ему вызов, она велела ему отступить. Он попытался возразить, но, увидев ее недовольное лицо, сделал, как ему сказали, и отступил. Затем Хелен повернулась к Сейдзи и спросила, не издевается ли он над ней, говоря, что не будет использовать магию. Сейдзи попытался объяснить, но она оборвала его, сказав, что они оценивают его способности, а не наоборот. Хелен отступила и вытащила свои клинки, прежде чем напасть на него, но Сейдзи легко уклонился от ее атак и сумел отбросить ее назад. Он был впечатлен ее способностями, но спросил,
почему она так злится на него, ведь он еще ничего ей не сделал. Тем временем в мире демонов Демирос и Ангрия шли бок о бок, когда Ангрия предложила сыграть в игру, чтобы узнать, кто убил больше учеников в Академии. Демирос согласился, сказав, что давно не видел принцессу-убийцу в действии, и она сказала, что хотела бы увидеть его силу избавления. Однако он предупредил ее, что убить учеников будет непросто, потому что там будет святой маг Варнава. Но Ангрия призналась, что ее сердце бешено колотится от волнения при мысли о встрече с кем-то таким могущественным, и спросила, какой ужас и отчаяние он ей покажет. Она объяснила, что из-за этого инцидента над ним каждый день издевались. Но она не была достаточно смелой, чтобы заступиться за него, как он заступился за нее. После ее объяснения Сейди извинился перед девочками за то, что обманул их, и рассказал, что он из другого мира. Пытаясь доказать им, что он говорит правду, он превратился обратно в своего прежнего толстого себя, удивив их. Они вышли на улицу, и пока девочки сидели у фонтана, Сейди объяснил, что он был вонючим неудачником, от которого пахло мусором и который излучал неудачу, прежде чем съесть плод эволюции. Каназуки извинилась за то, что раскрыла его секрет, но Сейди сказал ей, что она не сделала ничего плохого, и правда все равно бы всплыла. Он надел мантию и сказал, что даже если бы он ее надел, он не был бы тем Сейди, которого они все знали и любили. Сария превратилась в гориллу и сказала ему, что даже если она горилла, она все равно Сада. И даже если его уродливое лицо стало причиной появления издевательств, пока он не испортит им зрение, превратившись в свою запоротую форму, она все равно будет его любить. Артория добавила, что он принял ее, несмотря на то, что она была проклята неудачей. А Алига напомнила ему, что несмотря на то, что она была хладнокровной убийцей, он принял ее, а Лулу сказала, что он дал ей еду. Сурья снова превратился в человека и объяснил, что они все его любят, но попросил его быть увереннее в себе. Пока Каназуки смотрела на них, она сказала Сейди, что рада, что он нашел людей, которым он не безразличен. Когда она попыталась уйти, Сейди остановил ее и сказал, что рад, что она есть в его жизни. Но Каназуки сказала ему, что ему лучше держаться от нее подальше. Он спросил, почему, и она объяснила, что к героям относятся как к изгоям, и она не хочет, чтобы ученики узнали, что они из одного мира. Она сказала, что теперь ее очередь защищать его, но когда она повернулась, чтобы уйти, Алика заметила браслет на ее руке и вспомнила о ее ошейнике для порабощения. Она испугалась и испуганно прижалась к Сейди, и он спросил, в чем дело. Она указала на запястье Каназуки, и когда он увидел браслет, он спросил, откуда он у нее. Каназуки сказала ему, что его подарила им империя Кайзер, потому что он поможет повысить их статус. Но когда она оценила его, он обнаружил, что это браслет для порабощения. Внезапно его аура потемнела, глаза изменились, и он увидел себя в белой пустоте с одноглазой тенью. Когда тень приблизилась к нему, Сейди внезапно закричал и выпустил волну черной тьмы, которая накрыла всех и даже достигла царства демонов. Она вырубила Каназуки и большинство учеников, а затем сломала их браслеты для порабощения. Он был так поглощен гневом, что не слышал, как девочки звали его. В белой пустоте тень собиралась поглотить их целиком, но он пришел в себя, когда услышал, как Сирия зовет его по имени. В реальном мире Сейди пришел в себя, и девочки окружили его, спрашивая, все ли с ним в порядке. Прежде чем он успел ответить, он заметил, что Каназуки лежит на полу, и подошел проверить, все ли с ней в порядке. Когда она пришла в себя, он объяснил, что браслеты использовались для контроля над разумом владельца. Она спросила, зачем они это сделали. И Барнабас, который только что пришел, сказал ей, что они хотели использовать их как оружие против повелителя демонов. Он объяснил, что хотя Королевство Ветра пыталось заключить союз с демонами, империя Кайзер искала способы помешать им и другим странам сделать то же самое. Возможно, у них были планы использовать героев против этих стран. Он сказал, что хорошо, что браслеты сломались, и поблагодарил Сейди, но попросил их держать все в секрете, прежде чем уйти. Затем Сейди пообещал Каназуки, что защитит ее, чтобы не случилось. Но их момент был испорчен урчанием в животе Лулин. Сейди спросил жадного осла, почему она уже проголодалась, ведь она только что поела. Она ответила, что это было в прошлом, а сейчас другое дело. Они решили вернуться. Но Каназуки остановила Сейди и спросила, может ли она присоединиться к их группе в новой роли, и он спросил, какую роль она хочет. И Каназуки сказала, что возьмет на себя роль их старшей сестры. Сейди был потрясен, и пока они спорили об этом, они не заметили, что Эрен наблюдает за ними. Тем временем где-то в городе Дема и Ангрия пили кофе и говорили о всплеске, который они почувствовали, когда в их чашках появился Гелиас. Они спросили, чего он хочет, и он сообщил им, что браслеты для порабощения сломаны, но им было все равно. Он объяснил, что их планы устроить неприятности в Академии с помощью героев теперь разрушены. Но Демирос прервал его, сказав, что они сами разберутся. Затем он спросил, почувствовали ли они всплеск, и Ангрия спросила, что его вызвало.
Гелиос сказал, что понятия не имеет, что это было, но сообщил им, что это увеличило силу тьмы повелителя демонов. Когда он призвал их усердно работать, Демирос помешал свой кофе, чтобы прервать связь. Несколько дней спустя, находясь в своем классе, Сейди напомнил ученикам о предстоящем соревновании, и хотя Агнесу не терпелось сразиться, Бруто попросил Сейди помочь им потренироваться, чтобы у них был шанс против класса С. Сначала он колебался, но когда увидел их лица, согласился. На тренировочной площадке Берт удерживал Сейди на месте камнями, давая остальным троим возможность стрелять в него огненными и ледяными заклинаниями. Но когда Сейди попытался отразить атаку, он снова дал сбой. Он быстро создал что-то вроде барьера, чтобы не попасть под заклинание, из-за чего ученики начали жаловаться, что не могут победить его. Но Сейди не обращал внимания на то, что они говорили. Он задумался, почему у него произошел сбой, и вспомнил, что то же самое случилось, когда он сражался с Хелен. Однако его внимание снова переключилось на учеников, когда Беатрис спросила его мнение об их способностях. Сейди сказал им, что они значительно улучшились, и сказал, что уверен, что они смогут победить класс С, когда придет время. Пока они смеялись и подшучивали друг над другом, прибыли Теобальд и его приспешники. Агнес спросил, не пришли ли они шпионить за ними, но он сказал, что они пришли тренироваться, чтобы он мог заставить их преклонить колени перед ним, как перед императором. Как только он это сказал, Хелен разозлилась и вытащила свои клинки, приняв боевую стойку. Когда Теобальд увидел клинки, он спросил, не из империи ли она Вальше, но она ничего не ответила и только смотрела на него с яростью. Он просто рассмеялся и сказал ей, что ее маленькой стране не понадобится много времени, чтобы попасть под контроль империи Кайзер, из-за чего она попыталась напасть на него. Но Барретт удержал ее. Бред подошел к брату и сказал ему, что доминирование над другими силой ни к чему не приведет. Когда он упомянул имя Сейдзи, его брат спросил, тот ли это человек, о котором говорила Сирия, и она подтвердила. Затем Теопольд бросил вызов Сейдзи, но Брут сказал ему, что его противниками будут члены класса F, и сказал, что они докажут, что Сейдзи лучший, победив их в соревновании. Так что Теобальд принял вызов и ушел со своими друзьями. Затем Хелен подошла к Сейдзи и попросила его сделать ее сильнее, на что он согласился, и вскоре они начали интенсивную подготовку к предстоящему соревнованию. За день до соревнования Агнес и Брут были в бане и обсуждали свои шансы в играх, когда вошел Берт. И они были шокированы тем, что он все еще был с непокрытой головой, хотя они пришли принять ванну. Брут сказал, что слышал, что каждый персонаж аниме, который носит маску, очень красив, а глупый Агнос поспорил, что он такой же уродливый, как его уродливая маска. В этот момент вошел Сейдзи, и они не могли оторвать глаз от его горячего тела. Кстати, это было похоже на классный тест. Сейдзи заметил их взгляды и принял странную позу, которая испортила настроение. Тем временем в женской бане Беатрис извинилась перед Хелен за то, что была бесполезной учительницей, в отличие от Сейдзи, который смог раскрыть их истинный потенциал. Но Хелен сказала ей, что именно благодаря ей они так усердно работали, и заверила ее, что они сделают все возможное во время соревнования. На следующий день Ангриот и Демурос ходили по магазинам, когда к ним подошел седовласый мальчик и пригрозил, что если они не справятся со своей работой, то второго шанса у них не будет. Тем временем в академии студенты собрались на арене, чтобы посмотреть соревнования между классами F и S. Барнабас объявил, что это будет отборочный тур, и команда, в которой все участники проиграют, станет проигравшей в этом туре. Пока все это происходило, Сейдзи боролся за свою жизнь в туалете, потому что Лулу накормила его плохой едой. Вернувшись на арену, птицы Абалин собирались сразиться друг с другом, когда Барнабаса внезапно сковали золотые кольца Демуроса. Однако отвратительный дегенерат возбудился, сопротивляясь им, и студенты задались вопросом, какие странные извращения у этого старика. Над ареной появился магический круг, который выстрелил лучом света в кольцо, и когда он рассеялся, там стояли Агата и Демурос. Они представились апостолами Ордена Великого Дьявола, и в этот момент небо стало красным, и на арену посмотрел глаз, заставив студентов запаниковать. Демурос велел им заткнуться, а Ангри объявила, что им нужно умереть, щелкнула пальцами и возвела вокруг арены световые стены. Некоторые студенты пытались разрушить стену огненными заклинаниями, но она поглотила их и использовала против них, заставив исчезнуть. Остальные студенты, которые это видели, запаниковали, а тех, кто подошел близко к стене, затянуло внутрь. Беатрис пыталась их успокоить, а два апостола наслаждались криками испуганных детей, как новым альбомом Дрейка. Теобальд попытался атаковать заклинанием, но это было бесполезно, и Эйв послал одну в ответ, которая едва не попала ему в голову, прежде чем удариться о стену и взорваться. Когда он повернулся к ней, она, Демуроса исчезли. Но она появилась позади него и коснулась его друзей, которые стали безвольными марионетками под ее контролем.
Они напали на Теобальда и одолели его, но когда они собирались нанести последний удар, его брат оттолкнул его, спасая ему жизнь. Теобальд отругал его за вмешательство, и когда Брут попытался возразить, Ангрия присоединилась к их разговору. Теобальд велел ему говорить с ним уважительно, потому что он был следующим императором Кайзерской империи. Услышав это, она объявила, что их смерть вызовет много горя в их империи, и приказала своим марионеткам убить их. Но их спасла Агнес, которая использовала огненное заклинание на марионетках. Брут предложил им объединиться, чтобы победить апостолов, но Хелен сказала, что будет работать только с придурком Тео, если Брут отдаст приказ. Теобальд посмотрел на своих друзей, лежащих без сознания на полу, и согласился с их планом. Студенты класса F атаковали первыми, но Ангрия легко отбросила их заклинанием, что дало Теобальду шанс напасть на нее. Но она смогла отразить его атаки и ударила его ножом. Когда она произносила свою злодейскую речь, он назвал ее дурой и забрал ее зонтик, и тогда она поняла, что он использовал защитную магию, потому что предвидел ее действия. Пока она говорила, студенты класса F использовали те же приемы, что и против Сейди во время тренировки, чтобы напасть на нее. Поскольку она не успела вовремя защититься, ее ударили, и ее маска сломалась, из-за чего она мгновенно превратилась из милой в психопатку. На этот раз она атаковала их со всей силы, потому что ей надоело с ними играть, и она собиралась их убить. Димурос, который выступал в роли комментатора, объяснил, что ее маска не только скрывала ее обожженное лицо, но и ее истинные силы. Он также сказал, что пламя появилось, когда она впервые обожгла свое лицо, и это было адское пламя, которое сжигало все. Ангрия смеялась как сумасшедшая, когда подошла к Хелен и посмотрела на нее. Она сказала Хелен, что хочет сжечь ее красивое лицо, но когда она собиралась это сделать, Беатрис бросила в нее свой верный блокнот. Разозлившись, Ангрия повернулась к ней, но Беатрис сказала этой сучке засунуть свою неуверенность себе в задницу. Ангрии показалось забавным, что Беатрис осмелилась бросить ей вызов. Поэтому она сказала, что раз она такая храбрая и хочет защитить своих учеников, то пусть попробует, прежде чем использовать свою магию, чтобы превратить Агнеса в марионетку. Она приказала ему напасть на Беатрис, но та уклонялась от его атак и не отвечала. Беатрис пыталась образумить его, но Ангрия сказала, что он слушал только ее голос, и приказала ему подчиниться Беатрис. Затем Агнес сказал Беатрис, что он может использовать магию благодаря Сейдзи, и что она тут ни при чем. Услышав это, Беатрис почувствовала себя униженной, и Ангрия наслаждалась ее отчаянием. Агнес наносил удар за ударом, а Беатрис использовала свой блокнот как щит, пока Брит и Хелен пытались убедить ее, что Агнес не имел в виду то, что сказал. Они подошли к ним, чтобы попытаться остановить его, но Беатрис сказала им остановиться, сказав, что это ее наказание за бесполезность. Когда Агнес ударила ее по лицу, Ангрия приказала ему прикончить ее, но Беатрис не сдавалась и ударила его блокнотом по голове, заставив его на мгновение остановиться. Ангрия кричала, чтобы он напал, но он стоял неподвижно, и Бёрд понял, что поскольку Беатрис всегда била его по голове, его тело запомнило это, поэтому он сопротивлялся приказам Ангрии. Андреас снова закричала на него, но ее слова были заглушены, когда маска, закрывавшая его лицо, сломалась, освободив его от ее власти. Затем Беатрис повернулась к Ангрии и бросила свой блокнот, как бумеранг, прежде чем создать магический круг. Затем она подпрыгнула, приземлилась на блокнот и обрушилась на Ангрию, вырубив ее раз и навсегда и заставив студентов аплодировать. Беатрис подошла к Агнес, которая начала извиняться за свои слова. Он сказал ей, что хоть он и глуп, он никогда не причинит ей вреда намеренно, и попросил прощения. Но Беатрис улыбнулась, постучала блокнотом по его голове и сказала, что все в порядке. Пока они дразнили Агнес, Деми Роуз попыталась напомнить им, что он все еще здесь, но они проигнорировали его, и он стоял как забытый предмет мебели. Разозлившись, что с ним обращаются как с НПК, Деми Роуз поднял Барнабаса в воздух и затянул кольца вокруг его тела, заставив старика кричать от удовольствия, что, наконец, привлекло их внимание. Димурс только что спросил Беатрис, что она собирается делать, когда Ангрия подняла голову и попросила его одолжить ей свою силу, чтобы она могла сражаться вместе с ним. Но Димурс посмотрел на нее и сказал, что с него хватит. Ангрия спросила, как они могли предать своего апостола, но он сказал, что она не апостол, и это ее удивило. Затем он объяснил, что настоящий апостол Ордена Великого Дьявола — это тот, кто получил часть силы повелителя демонов и может ее использовать. Он сказал, что у тех, кто получил силу, есть герб, который служит доказательством этого, и спросил, есть ли у нее герб. Демиурус сказал ей, что она была полезна только своим интеллектом и магическими способностями, но теперь, когда она побеждена, она ему больше не нужна. Выражение отчаяния на ее лице обрадовало его, и он сказал, что это именно то, что нужно повелителю демонов, чтобы возродиться.
И Ангрия закричала, превратившись в фиолетовый туман, который поглотил глаз в небе. Когда Ангрия исчезла, Дэми Роуз повернулся к Беатрис, и они вступили в ожесточенную битву. Но Беатрис проигрывала. Когда он прижал ее к стене, ее ученики попытались прийти ей на помощь, но она остановила их, сказав, что справится сама. Она встала, сняла куртку и очки. Затем Беатрис высвободила свою силу, которая закружилась вокруг нее, как мини-торнадо, прежде чем направить ее через блокнот и выстрелить в Демиуруса. Но это не подействовало на него и только порвало его одежду в нескольких местах. Затем он бросился на нее с молниеносной скоростью и ударил ее по щекам, не дав ей возможности сопротивляться. Увидев, что Беатрис проигрывает, ученики попытались помочь ей, бросив в него свои заклинания, но он отразил их все и отбросил в стену. Беатрис закричала, увидев, в каком они состоянии. И Демиурос сказал ей, что отчаяние, которое она испытает после смерти своих драгоценных учеников, будет долго подпитывать повелителя демонов. Он повернулся, чтобы посмотреть на учеников, но Беатрис встала у него на пути, и он спросил, готова ли она умереть за них. Беатрис ничего не ответила, поэтому Демиурос подошел к ней и велел ей уйти с дороги. Но она сказала ему, что как учитель она обязана защищать своих учеников. Увидев, что она полна решимости остановить его, Демиурос решил убить ее, но когда он собрался ударить ее, Сичи остановил его руку. Он попросил Сичи отпустить его, но когда тот не послушался, выстрелил в него лучом, и Сичи молниеносно увернулся. Сичи опустил Беатрис и попросил Сирию и Алигу присмотреть за всеми, а затем повернулся и подошел к Демурсу. Когда он приблизился к нему, Демурс испугался. Но он только спросил, не он ли устроил все эти разрушения. У нас не было ответа, его глаза изменились, и в этот момент Демиурос понял, что это был новичок. Он попытался защититься и создал множество магических кругов, которые стреляли лучами света, как Сичи. Сичи увернулся от них и подошел достаточно близко, чтобы ударить его, и тот отлетел в глаз в небе. Когда Мура исчез, световые стены исчезли, и Барнабас освободился от оков. Беатрис и ученики подбежали к Сичи, поздравляя его с победой над Эмиром, а Брод помог брату подняться. Пока они наблюдали за празднованием, Теобальд спросил Брода, будет ли он насмехаться над ним за поражение в битве. Но Брод сказал, что никто не объяснил, что им еще многому нужно научиться. Он сказал брату, что им нужно стать сильнее, и Теобальд фыркнул и ушел. В другом месте, в неизвестном месте, седовласый мальчик и трое других мужчин обсуждали поражение Демурса и Арии. Человек в маске сообщил им, что вызвал их, чтобы обсудить дальнейшие действия. Рыжеволосый мужчина объявил, что нанесет удар первым. Вернувшись на арену, Сичи спросил, кто такие Демиурос и Ангрия, и Агна сказал, что это братья-механики, но Барнабас поправил его, сказав, что это Великий Орден Дьявола. Он сказал, что скоро начнется Великая Битва, и попытался вести себя мило и обниматься, попросив их работать вместе, чтобы победить врага. Но они не слушали. Они также не заметили, как Тим Юро попытался выстрелить лучом света в Сичи и крикнул Эрину, но было уже слишком поздно, поэтому она стала его добровольным щитом и получила удар. Они оба упали на землю без движения, и Демирос исчез, оставив учеников гадать, в порядке ли они или нет. Увидимся в следующем видео. Сичи и Аарон оказались в неизвестном месте, и когда Аарон заговорил с ним, Сичи спросил, кто она такая, потому что не помнил ее. Она представилась, но болван начал придумывать все слова, которые рифмуются с ее именем, пока голос не предложил объяснить все простаку. Удивленный голосом, Аарон спросил, кто это, и вместо ответа ему сказали, что они в подземном мире. Они начали паниковать, потому что не понимали, как умерли, и тогда голос объяснил, что, чтобы вернуться в мир живых, они должны найти врата живых и пройти через них. Он сказал, что им нужно пройти ряд испытаний, прежде чем они смогут найти врата. И первым испытанием была ультравикторина, где Сичи должен был отвечать на вопросы о своей жизни, выбирая «да» или «нет». Сичи спросил, что будет, если он ответит неправильно, и ему сказали, что он упадет в реку Сайкс. Первый вопрос был о том, влюбился ли Аарон в него с первого взгляда, что шокировало его, потому что он понятия не имел, что она испытывает к нему чувства. Сичи попытался спросить Аарона, но она была связана с кляпом во рту, поэтому не смогла ответить. Он сел в лодку и поплыл по реке, обдумывая свой ответ. Он заметил, что Аарон пытается что-то сказать ему, но не мог ее понять и почувствовал, что она дрожит, потому что ей нужно в туалет. Решив рискнуть, Сичи направил лодку через стену с надписью «Ха» и приземлился на мосту. Поскольку он угадал правильно, ему показали видео с ответом. На видео было показано, как он встретил Аарона на крыше их средней школы и отдал ей свою палочку для еды, когда ее упала на пол. С того дня они всегда обедали вместе, потому что не вписывались в компанию других учеников.
Однако однажды Сичи спросил, почему она обедает на крыше, потому что над ней издеваются, как и над ним, и Аарон ответила, что это не так, и объяснила, что она не умеет общаться с людьми. Сичи спросил, как она смогла с ним заговорить, и она призналась, что с ним легко общаться. Она также сказала, что она некрасивая, поэтому никто не хочет с ней общаться, но Сичи посоветовал ей быть увереннее в себе. Он сказал, что она хорошо слушает и считает ее милой, поэтому она стала увереннее и начала общаться с людьми так же, как с ним. Вернувшись в подземный мир, голос объяснил, что Аарон постепенно влюбилась в него, когда они каждый день болтали на крыше. Сичи наконец вспомнил, кто она такая, и Аарон сказала ему, что он стал причиной того, что она стала такой, какая она сейчас, потому что она поклялась защищать его любой ценой. Тем временем в империи Вимберг король Ренс только что сообщил Гуселу, что демоны прислали ему официальное письмо с просьбой о союзе, но болван был занят строительством мостов. Когда Ренс спросил, где Айрис, она ответила, размахивая кнутом, и тогда он понял, что она связала его для своего мини-хентай-фестиваля. В королевстве демонов Люсия также сообщила своим командирам о союзе с королевством Вимберг. Вернувшись в подземный мир, Сичи и Эрин добрались до последнего препятствия и встретили предков иракезов, которые были такими же странными, как и их потомки. Они сказали Сичи, что он должен пройти через лабиринт, чтобы найти врата живых, но ему тоже нужно пройти через них. Лидер также сказал Сичи, чтобы он защищал свой тыл, потому что, если они применят к нему технику 1000 лет боли Какаши, он будет практически мертв. Началось испытание, и они двигались по лабиринту, как в игре Pac-Man, за ними гнались иракезы, но Аарон смогла применить технику к двум приспешникам. Хотя ему это показалось отвратительным, он попробовал, но, к сожалению, его пальцы не смогли проникнуть в стальные ягодицы лидера. Лидер рассмеялся и предложил ему присоединиться к их клану, сказав, что ему это понравится, но Сичи отказался и начал сражаться, как Джатара, с боевым кличем. Ему удалось победить приспешников, остался только лидер, и он пообещал своим товарищам, что отомстит за них. Аарон и Сичи воспользовались возможностью сбежать, но лидер догнал их после того, как Аарон упала. Он сказал Сичи, что не пропустит его, и активировал древнюю технику своего клана под названием «Кулак Розы». По совпадению техника вызвала сильный ветер, который отбросил Сичи к стене и удержал его на месте, чтобы лидер мог нанести удар. Сичи неподвижно лежал на полу с дырой в одежде, а Аарон звала его. Лидер стоял и смотрел, как он сказал Сичи, что впечатлен тем, что он продержался так долго. Сичи встал и решил победить его, используя только кулак, и лидер проиграл, что позволило Сичи и Аарону добраться до ворот и вернуться домой. Когда Сичи открыл глаза, он увидел заплаканные глаза своей семьи и друзей, которые думали, что он умер. Их радость была недолгой, когда раненый Луис позвал Сичи. Группа побежала к ней, оставив очень подозрительную Эрин, пока они суетились вокруг Луизы, которая потеряла сознание за несколько дней до того, как Луиза появилась в Академии раненой. Ренс поручил ей вернуть Сичи, чтобы он мог присутствовать на саммите между людьми и демонами. Тем временем гильдия проводила прослушивание новых членов в городе, но их ожидания не оправдались из-за конкурсантов, которых отвергли по разным причинам. Они потеряли всякую надежду, пока в голову Гусела не бросили фиолетовую розу, и блондин в цилиндре и очках монокля объявил, что он станет победителем. Малыш подозреваемый бросил в него одну из своих бутылок, и он ловко поймал ее, как профессиональный бармен. Он упомянул ее свойства, прежде чем выпить из бутылки, и сказал, что она наполнена материнской любовью к своему ребенку. Затем извращенец Иракез предложил ему повторить его движение бедрами, что он и сделал. Но когда стало ясно, что он не справляется, Гусел заметил, что он двигается так быстро, что кажется, будто он замедляется. Иракез был так впечатлен, что назвал его суперпарнем, и Гусел присоединился к ним, прежде чем попросить блондина показать, на что он способен. Мужчина повернулся к нему, и Гусел внезапно схватил его за плечи. Он начал анализировать его идеально сложенное тело, от сильных бицепсов до мышц живота. Блондин улыбнулся и снял рубашку, прежде чем начал напрягать мышцы, заставив Гусела объявить его победителем Нобелевской премии по мышцам. Затем он объявил, что стал новым членом гильдии, и наследница и остальные поздравили его. Зазвонили колокола, возвещая о начале саммита, и они ушли, чтобы помочь королю встретить демонов. Ворота дворца открылись, и вошли Люсия, Лия и 2 других командира. Их встретили Ренс и члены гильдии, которые приветствовали их в своем королевстве. Тем временем в пещере Криза он разговаривал с Хилио через шар и сказал ему, что все идет по плану, а Лушев и Ренс зря тратят время. В империи Кайзер Зекия шел по замку, вспоминая бывшего императора и задаваясь вопросом, куда движется империя. Ему было стыдно за себя, потому что он был всего лишь марионеткой, выполняющей приказы императора.
Вскоре он наткнулся на приоткрытую дверь и, войдя, услышал, как Хилио говорит Кирсу, что империя Кайзер принадлежит Великому Ордену Дьявола, потому что ему удалось посеять семена раздора и отчаяния среди людей, которые продолжают производить негативную энергию для возрождения повелителя демонов. Зекия столкнулся со стариком, который сказал ему, что он ничего не может сделать, чтобы помешать их планам, и исчез. Вооружившись знаниями о планах Великого Ордена Дьявола, Зекия отправился в империю Вимберг за помощью. По дороге он вспомнил, что бывший император доверил ему безопасность империи и попросил сотрудничать с другими странами для ее защиты. Он продолжал ехать, пока не увидел империю Вимберг, но на него напал седовласый король, который был одним из апостолов Великого Ордена Дьявола. Зекия предупредил его, чтобы он не вставал у него на пути, но мальчик сказал ему, что мир погрузится в хаос. Затем он начал играть с Зекией, появляясь и исчезая. Вскоре мальчик поскользнулся на камне, и Зекия смог атаковать, но остановил свой меч пальцем. Зекия отступил, но его колени дрожали, и он спросил мальчика, кто он такой. Мальчик не ответил и выпустил из рук черные шары, которые расплавили его доспехи и ранили его. Но мальчик остановился, и Зекия спросил его, чего он хочет, но мальчик приложил ладонь к его щеке и обжег ему лицо, заставив Зекию упасть. Он попытался встать и атаковать, но мальчик использовал черную энергию и разбил его меч на куски. Зекия вспомнил, что старый император дал ему меч и титул «Императорский меч», и это заставило его закричать и активировать большой магический круг, превратив свой меч в волшебный меч Фивджо. Он вонзил меч в пол и послал волну энергии в сторону мальчика. Но тот использовал защитную магию, чтобы отразить атаку. Когда пыль рассеялась, мальчик назвал его разочарованием и попытался его убить. Но Луиза заблокировала удар своим мечом. Она спросила Зекию, все ли с ним в порядке, но побежденный рыцарь сказал ей бежать и спасаться. Луиза сказала ему не говорить и попытаться атаковать мальчика, но он уклонялся от ее атак, пока не нашел брешь и не отправил ее в полет. Луиза ударилась спиной о дерево и признала, что он силен, но сказала, что он не так силен, как Сейчи. Затем Зея сказал ей перестать испытывать удачу. Но Луиза сказала ему не глупить, и пока они спорили, мальчик выстрелил в нее большим шаром темной энергии. Луиза застыла на месте, и Зекия прыгнул перед ней и принял на себя удар. Заклинание расплавило его доспехи и обожгло грудь, и когда Луиза подбежала к нему, мальчик вспомнил, как был беспомощен перед монстром. Но перед ним стала женщина. Вскоре ему надоело смотреть на них, и он ушел, а затем исчез, оставив Луизу беспокоиться о Зекии. Пока она суетилась вокруг него, он рассказал ей все, что узнал о Великом Ордене Дьявола, и перед смертью доверил ей все. Позже в карете Луиза рассказала Сёичи и Сирии, что случилось с Зекией. Но она также упомянула, что если то, что сказал ей Зекия, правда, то сын Ренса будет в опасности. Сараев заверил ее, что все будет хорошо, потому что Ренса и члены гильдии рядом. А Сёичи пообещал ей, что Альянс справится. Тем временем саммит продолжался, но все шло не по плану, потому что у каждой стороны были незрелые дети, которые вели себя как взрослые и вскоре начали драться. Виктору пришлось напомнить им, что они пришли заключить мир, и они заплакали и обнялись, извиняясь друг перед другом. В таком странном состоянии их и застали Сёичи и девушки, когда открыли дверь в комнату. Ренс заметил их и подошел поговорить с Сёичи, но пока они разговаривали, он увидел повязку на голове Луиса и спросил, что случилось. После того, как Луис рассказал им о событиях последних нескольких дней, Ренс и Люси подписали соглашение и заключили союз между двумя королевствами. Вскоре после того, как Сёичи и Сирия покинули Академию с Луизой, Эрин начала вести себя странно, и выяснилось, что она не настоящая Эрин. Самозванка, выдававшая себя за Эрин, зашла в ванную комнату мальчика, и когда они ее увидели, то сказали ей уйти. Но она сказала, что пришла, чтобы раздавить их и заставить Сёичи почувствовать отчаяние. Агнес спросил, не повредила ли ей смерть клетки мозга, но она злобно улыбнулась и напала на него. Ему удалось отразить атаку, и он спросил ее, в чем проблема, но она превратилась в Сирию и ударила его по лицу. Мальчики не знали, что она фальшивка, и думали, что она использует магию трансформации, но она превратилась в партизанскую форму Сирии и уничтожила их одним ударом, как кегли в боулинге. Когда Агнес прокомментировала ее силу, она сказала, что она Джемаль, двойник, одна из 4 лучших в Великом Ордене Дьявола. Когда мальчики потеряли сознание, он пошел за Лулу, но когда он попытался ударить ее ножом, она выбила нож из его рук и заявила, что ее еда принадлежит только ей. Еще раз доказав, что у нее такой же IQ, как у Патрика Стара. Джемаль, который притворялся Аароном, сказал ей, что ему не нужна ее еда, и они сели поговорить. Но когда Лулу спросила, почему он подкрался к ней, он испугался, думая, что она раскусила его уловку.
Однако Лулу не была самой умной или сообразительной, поэтому она решила, что Джемаль голоден. Затем она разрезала свою спину пополам и отдала ему один кусок в качестве благодарности за то, что он пытался спасти Сейчи раньше. Лулу призналась, что никогда не делилась едой, но считала Аарона своим другом, так что это не имело значения. Это удивило Джемаля, потому что даже его родители не заботились о нем. Он заплакал, и Лулу спросила, все ли с ним в порядке. Но он соврал, что у него аллергия. Но Лулу сказала ему, что еда вкуснее с друзьями. Затем она заявила, что они лучшие друзья, но эмоции были слишком сильными для него, и он убежал. Позже той же ночью, когда Алига стояла снаружи, Джеппел подошел к ней в образе Лулу, чтобы свернуть ей шею, как только она приблизится к нему. Но Алига достала зонтик и предложила ему поделиться им. Затем Джеппел вспомнил, как над ним издевались какие-то дети, когда они забрали его зонтик, и спросил ее, почему она отдает ему свой зонтик. Алига сказала ему, думая, что он Лулу, что хотя она и жадная, ненасытная ослица, она делится с ней едой, и поэтому она ее друг. Джемаль расчувствовался, отдал зонтик и убежал. Все еще притворяясь Лулу, Джемаль шел по коридорам, жалуясь на то, какие милые девушки, пока не заметил Арторию и не решил пойти за ней, притворяясь Сейичи. Тем временем настоящий Сейичи в Сирии остановился, чтобы перекусить по дороге в академию, когда Сирия наткнулась на мальчика с серебристыми волосами. Как только он увидел ее, он вспомнил кого-то похожего на нее, но отбросил эти мысли. Сири спросила, все ли с ним в порядке, и он ответил, что да. В этот момент к ним присоединился Сейичи. Когда Сури упомянул имя Сейичи, мальчик подошел к нему и начал подлизываться. Поэтому Сейичи спросил, почему он один в таком месте. Мальчик сказал, что ищет развлечений, а затем спросил Сейичи, счастлив ли он. Сейичи сказал ему, что да, но мальчику, похоже, не понравился ответ, поэтому он попрощался и ушел. Вернувшись в академию, Джемаль подошел к Артории в образе Сейичи, и когда она спросила, почему он вернулся без Сирии, он сказал ей, что вернулся, потому что хотел побыть с ней наедине, сказав, что она единственная, на кого он смотрит, что ее удивило. Затем он попросил обнять его, чтобы ударить ее в спину, но он не ожидал, что Артория изобьет его до полусмерти. Когда Джемаль лежал на полу, истекая кровью, он подумал, что ее язык любви — это битье. Артория извинилась за то, что набросилась на него, и призналась, что волновалась, когда он умер, но была рада, что он вернулся. Она сказала ему, что сенсей принял ее. Она была готова принять его всего, и хорошего, и плохого. Джеппел вспомнил свою жизнь и то, что его никто никогда не принимал, поэтому он спросил Арторию, почему она приняла его. Ведь он пытался убедить себя, что ее слова были адресованы ему. Артория покраснела и сказала, что это потому, что она любит его, шокировав его, а затем попросила обнять ее. Все еще в шоке. Джемаль подумал, что Сейичи такой хороший человек, что все его любят, и Артория подумала, что он ее игнорирует, поэтому снова ударила его. Любопытство взяло вверх, и он решил провести время в академии в образе Сейичи, чтобы понять, почему все его так любят. Пока однажды он не устроил пикник с Барнабасом и девочками, и вдруг вспомнил, что бросил свою миссию. Артория спросила Барнабаса, что он хочет обсудить с ними, но прежде чем он успел ответить, их прервал уродливый тролль. Джемаль сказал, что его разбудила энергия повелителя демонов, и Барнабас посмотрел на него. Тролль напал, и все отскочили в сторону, а Барнабас попытался использовать заклинание, но Джемаль встал перед девочками, и когда тролль увидел его глаза, он убежал. Когда тролль ушел, Барнабас сказал им, что почувствовал злое присутствие в академии. Он сказал, что это был убийца, посланный орденом Великого Дьявола, но он больше не чувствовал его присутствия. Алиган заметил выражение лица Джемаля и спросил, что случилось. Но прежде чем он успел ответить, появился Кеносики. Она сказала им, что мужчина с ними не Сейичи, потому что он может обмануть их глаза, но не нос. Артория спросила, есть ли у нее доказательства, и она позвала Аарона и объяснила, что нашла ее в курятнике. Она сказала Джамалю, что хотя он и может скопировать лицо Сейичи, он не может скопировать его отвратительный запах. Больше не притворяясь, Джемаль снова стал собой и представился как один из 4 лучших членов Ордена Великого Дьявола. Он признался, что воспользовался суматохой, вызванной дракой на арене, чтобы поменяться местами с Иреном. Артория спросила, зачем он это сделал, и он сказал, что планировал убить их всех на глазах у Седичи. Но поскольку он какое-то время жил, как он и узнал их, он не думал, что сможет это сделать. Затем Джемаль сказал им, что собирается найти кого-то, кто полюбит и примет его, как они сделали для Сейичи, и будет жить счастливой жизнью. Он попрощался с ними и ушел. Но Артория спросила, можно ли его отпустить, и Барнабас сказал, что если бы он хотел их убить, то сделал бы это, поэтому лучше поверить, что он изменился.
За городом перед Джемалем появился человек в плаще и сказал, что он покидает орден, чтобы найти счастье. Но человеку не понравилась эта новость, и он убил Джемаля, прежде чем исчезнуть. Тем временем в империи Вимбург-Дюсель и другие искатели приключений праздновали союз, когда Вита решил привести свои планы в действие. Той ночью, когда все напились, кто-то напал на человека с соской. На следующее утро Вита решил поиграть в Шерлока Холмса и сфотографировал место преступления. Гусел объявил его мертвым, но Эрис проверила его пульс и сказала, что он жив. Однако Гусел был так увлечен игрой в детектива, что проигнорировал ее слова и поклялся поймать виновного. Он и Вита взяли на себя расследование, и когда он попросил Вита проанализировать одну из бутылочек для кормления, найденных на месте преступления, Эрис выглядела так, будто собиралась кого-то ударить. Вита заметил, что молоко было еще теплым после того, как из него попили, и сказал, что время смерти было между прошлой ночью и сегодняшним утром, но это только смутило Эрис. Они осмотрели комнату, и когда Гусел сказал, что расследование ни к чему не привело, Вита предложил сделать перерыв и выпить чего-нибудь. Гусел заметил бутылочку в руке человека с соской и попытался выпить ее содержимое, но Эрис закричала, что это улика. Ее крик только напугал Гусела, который уронил бутылочку и разбил ее, за что Эрис отругала его за глупость. Затем они начали допрашивать членов гильдии одного за другим, и Эрис не могла поверить, насколько глупыми были эти двое. После так называемых допросов они установили надгробие для человека с соской. И когда Эрис попыталась сказать им, что он не умер, человек с соской вылез из могилы, встал и потянулся, сказав, что хорошо выспался. И Гусел со слезами на глазах сказал, как он рад, что он все еще жив. Человек с соской спросил, что происходит, и Эрис попросила его рассказать, что с ним случилось прошлой ночью. Он объяснил, что ходил в туалет, поскользнулся на одной из своих многочисленных бутылочек и упал, ударившись головой и потеряв сознание. Все, кроме Эрис, нашли это объяснение забавным, и Гусел объявил дело закрытым. Пока Эрис смотрела, как Вита и Гусел пожимают друг другу руки, она задавалась вопросом, почему он упомянул Орден Великого Дьявола во время расследования. Тем временем Сёичи наконец вернулся в Академию и сообщил им о союзе между демонами и королевством Вимбер, а также предупредил их о неизбежной войне против Ордена Великого Дьявола. Он также сказал своим ученикам, что доверит им безопасность Академии. Позже, той же ночью, в королевстве Виндвард Эрис шла по темному переулку, когда почувствовала, что кто-то идет за ней. Она обернулась и столкнулась лицом к лицу с Вита, который сказал ей, что ему не терпится ее побить. Эрис спросила, кто он такой, и он представился как священник Ордена Великого Дьявола Вита Резонанс, после чего попытался напасть на нее, но она увернулась и ударила его. Вита не пострадал, поэтому он набросился на нее и ударил в живот, так как серьезно относился к гендерному равенству даже в драках. Эрис упала на колени, и когда он собирался нанести последний удар, Гусел схватил его за руку. Он спросил, что он делает, и Вита сказал, что они с Эрис тренируются, но Гусел велел ему прекратить врать и сказать правду. Он сказал Гуселу, что считал его тупым качком, но был удивлен, что тот быстро все понял. Гусел спросил, почему он решил предать своих друзей, и Вита рассмеялся, сказав, что у него нет друзей, и он живет только для того, чтобы сражаться и убивать. Когда он насмехался над Гуселом за то, что тот слишком доверчив, Гусел ударил его и отправил за городские стены. Когда Эрис встала, он извинился перед ней и попросил оставить Вита ему, прежде чем взлететь и направиться к нему. Когда он приземлился перед ним, он сказал, что будет сражаться с ним в полную силу, а затем напал на него. Пока они обменивались ударами, Вита не мог скрыть своего волнения от того, что наконец нашел кого-то, кто мог с ним сравниться. Ему удалось ударить Гусела о большой камень, и когда он встал, он попросил Вита использовать всю свою силу. Вита с радостью согласился и высвободил свои скрытые силы, и они начали серьезно сражаться. Однако Гусел, казалось, проигрывал, пока не начал плакать, говоря, что у Вита слабые мышцы. Внезапно мышцы Биттера задрожали, и когда он удивился, что происходит, он посмотрел на Гусела и увидел, что тот полон энергии. Гусел собрался силами и попытался нанести последний удар, но Вита вовремя увернулся, и удар не попал в цель. Затем Гусел упал лицом ему на грудь, назвав его своим другом, и Вита почувствовал, что проиграл бой. Однако он, похоже, не расстроился из-за поражения, поэтому, прислонив Гусела к камню, ушел. Когда он уходил, перед ним появился Иуда и спросил, проиграл ли он бой, на что Вита ответил утвердительно. Он также признался, что не расстроился из-за поражения, но пообещал победить в следующий раз. Иуда сказал ему, что следующего раза не будет, и создал магический круг, который использовал против него. Когда Вита упал на пол, Иуда сказал, что поскольку его не волнует возрождение повелителя демонов, его смерть послужит ему пищей, и оставил его одного. Вернувшись в Академию, Сёичи попытался использовать свои магические способности, но не смог их активировать и задумался, что происходит.
Несколько дней спустя Барнабас вызвал Сеичи и девочек в свой кабинет и рассказал, что настоящая причина, по которой он пригласил Сеничи в академию, заключалась в том, что он предвидел битву с Орденом Великого Дьявола. Он объяснил, что те, кто съел плод эволюции, неизбежно встретятся с повелителем демонов. Артория спросила, какое отношение плод имеет к повелителю демонов. Беатрис объяснила, что в древние времена, когда боги еще создавали мир, один из них восстал и попытался захватить власть. Это привело к великой битве, и большая часть земли была потеряна, пока они не запечатали мятежного бога, но он проклял мир. Негативные эмоции обрели форму и породили плод эволюции, который распространился по всему миру. Другие боги заметили это и использовали свои силы, чтобы подавить его распространение, поэтому теперь он считается легендарным предметом. Барнабас добавил, что мятежный бог был повелителем демонов и сказал, что те, кто съест максимальное количество плодов, станут пищей для повелителя демонов. Лулин спросила Сёичи, сколько плодов он съел, и он ответил, что съел 10, и Беатрис подтвердила, что это предел. Однако Барнабас заверил его, что защитит его, так как это его долг как святого мага, и добавил, что именно поэтому он привел его в академию. Он сказал Сёичи, что ему не нужно его благодарить, но перешел в режим Суса и попросил его погладить его по голове. Беатрис, не теряя времени, дала пощечину бесстыдному старику и вышвырнула его из комнаты. Когда он вернулся, он рассказал ему о Дестре, светловолосом мальчике, которого, по его словам, он создал. Барнабас объяснил, что Дестра когда-то был студентом академии и учился у него. Рассказывая, он вспомнил, как впервые встретил Девстру и как его глупые загадки разозлили мальчика. Дестра был зол на богов и винил их во всем, что потерял. Поскольку его семья погибла во время войны, Барнабас взял Девстру с собой и записал его в академию. Во время учебы в академии Дестра полюбил Либеру, одну из учительниц, которая была добра к нему. Он даже подарил ей заколку для волос из ее любимых цветов на день рождения, потому что она рассказала ему о них. Но однажды на академию напали огненные драконы, и, пытаясь спастись, Дестра столкнулся с трехголовым огненным псом. Он сражался с ним, но его магия была недостаточно сильна, поэтому, когда пес попытался напасть на него, Либера спасла его и попросила бежать в безопасное место. Дестра не послушался и стоял, наблюдая за ее боем, пока зверь не сжег ее дотла прямо у него на глазах. Барнабас нашел его, когда он копался в обломках, пытаясь найти ее, но все, что осталось, — это заколка для волос. Дестра был охвачен горем и впал в отчаяние, поэтому, когда он закричал от гнева, его перенесли в ту же белую пустоту, куда попал Сеичи. Там он встретил одноглазую тень, которая сказала ему, что он будет испытывать смерть и боль, потому что боги распорядились так. Дестра разозлился и пообещал убить всех богов и разрушить мир. Тогда тень сказала ему, что он может пожелать силы, которая заставит все, к чему он прикоснется, отчаяться и уничтожить их души. Тень поглотила его, и когда Барнабас заметил Дестру, тот держал в руках плод эволюции, но прежде чем он успел остановить его, Дестра съел плод. Вернувшись в настоящее, Барнабас винил себя во всем, что случилось с Дестрой. И пока он говорил, перед ними появился Дестра. Он использовал свои силы, чтобы остановить их и попытаться забрать Сеичи. Но Барнабас освободился от чар и напал на Дестру, который не дрогнул, сражаясь с ним. Барнабас спросил, что бы подумала Либера, если бы увидела, во что он превратился, и это разозлило его. Поэтому он бросил в него шар темной энергии. Но Барнабас успел его заблокировать. Дестра подошел к Барнабасу и схватил его за шею, но Барнабас попытался убедить его, что он ошибается. Дестра велел ему заткнуться, прежде чем использовать взрывную атаку, и Барнабас безжизненно упал на землю. Затем Дестра призвал Иуду, который создал магический круг, который перенес Дестру, Сеичи и Сирию в мир, состоящий из накопленных негативных эмоций. Дестра сказал Сёичи, что сила, которую дал ему повелитель демонов, называется абсолютной смертью, и она отрезает того, против кого ее используют, от круга или реинкарнации, что означало, что Барнабас мертв и исчез навсегда. Затем он сказал, что собирается использовать негативную энергию Сеичи, чтобы воскресить повелителя демонов и полностью его уничтожить, что удивило Сёичи, потому что все считали, что он на стороне повелителя демонов. Дестра объяснил, что когда он заключил сделку, чтобы стать могущественным, он также пообещал убить всех богов, разрушить мир и стереть свои воспоминания вместе с собой. Поэтому повелитель демонов не был исключением. После его объяснений Сеичи достал мечи и приготовился к бою. Но когда он попытался использовать свою магию, она не сработала, поэтому он решил сразиться с Дестрой, используя только мечи. Дестра уклонялся от его атак, но Сёичи продолжал наступать, пока Дестра не нанес ему мощный удар, который он заблокировал и отразил. Дестра был впечатлен тем, что Сёичи смог избежать его атак, но он воспользовался возможностью, чтобы нанести ему удар, из-за чего тот пролил рождественский кетчуп.
После того, как Дестра ударил Сеичи, Сер подбежал и толкнул Дестру, а затем превратился в гориллу и ударил Дестру о скалу. Пока Дестра поднимался, Сирия несколько раз ударил его. Но он поймал ее кулак и разрезал ее тело косой в разных местах. Когда он перестал резать ее, он убрал оружие и назвал ее уродливой гориллой, прежде чем использовать свою силу против нее. Сеичи закричал и сразу же подбежал к ней, но он ничего не мог сделать, кроме как обнять ее, и когда он это сделал, Сирия сказала ему, что счастлива быть его женой, прежде чем умереть у него на руках. Пока он обнимал ее и плакал, Дестра подошел к нему и сказал, что Сирия мертва, потому что он слишком слаб и бессилен, чтобы что-то для нее сделать. Он сказал, что ее смерть — это его подарок ему, который он назвал абсолютным отчаянием, и попросил его проснуться, чтобы он мог забрать его негативную энергию. Сеичи попытался заговорить, но внезапно закричал от боли, когда его окружили темные энергии. Тем временем Джонас был в том месте, где был запечатан повелитель демонов, и когда Сиечи начал кричать, он рассмеялся и сказал, что пришло время его повелителю воскреснуть. Пока Дестра смотрел, как Сеичи кричит и хватается за грудь, он понял, что Сиячи сам станет повелителем демонов. Когда его тело полностью захватило, Сеичи оказался в пустоте, где мелькали кадры его жизни, и он подумал, что эта его жизнь проносится перед глазами. Он также задавался вопросом, почему у него недостаточно сюжетной брони, чтобы жить счастливой жизнью. Но появился Дестра и сказал ему, что все, что произошло с тех пор, как он попал в этот мир, было ложью. Он сказал Сиичи, что его прежняя жизнь была его настоящей жизнью, и сказал, что он несчастная душа, которую наказывают за то, что его не касается. Он сказал, что они оба одинаковы, потому что у них все отняли без предупреждения, но его слова только заставили лицо Сиичи измениться. Затем Дестра спросил Сиичи, хочет ли он уничтожить мир, который заставил его страдать, и предложил ему объединиться с ним, чтобы они могли это сделать и отомстить. В замешательстве Сиичи собирался согласиться на этот план, но услышал, как Сирия говорит ему, что их любовь развивается, поэтому он сказал Дестре нет. Дестра не понял, что он имел в виду, поэтому объяснил, что они не одинаковы, сказав, что издевательство и боль заставили его хотеть быть добрым к окружающим. Он сказал, что боль, которую он чувствовал, позволила ему сопереживать всем вокруг, из-за чего Дестра начал злиться. Затем Сурья появился перед Сиичи и сказал ему, что его доброта — его величайшая сила, и попросил его не проигрывать такому ничтожеству, как Дестра. Сиичи пообещал победить. Поэтому, когда Дестра снова увидел его, он светился, а когда свечение прекратилось, он стоял в нелепом костюме супергероя. Когда он поднял голову, он выглядел так, будто только что вышел из манги про школьниц, и даже вокруг его головы были искры. Голос в его голове объявил о начале его истинной эволюции, и к ужасу Дестры он начал танцевать под песню о любви, как один из танцоров Бейонсе. Пока он танцевал, плод эволюции упал в землю и пророс деревом. В реальном мире те, кто был убит, начали возвращаться к жизни, а те, кто был ранен, сразу же исцелились. Когда воскрешение закончилось, голос объявил, что эволюция завершена, и Сиичи стоял перед Дестрой в своей обычной одежде с мечами в руках. Сбитый с толку Дестра спросил, кто он такой, и он сказал ему, что он настоящий Сиичи, а голос сказал, что все его статусы изменились на любовь. Сиичи бросил оружие и сказал Дестре, чтобы тот пришел и отрубил ему голову косой. Но Дестра сказал, что абсолютной смерти достаточно, чтобы сделать это. Он выстрелил в Сиичи, но тот отразил удар шаром любви, из-за чего Дестра продолжал стрелять. Но все его усилия были напрасны, потому что все его атаки поглощались огромным шаром любви, даже большим, чем сила семьи Дона. Раздраженный он достал косу и попытался ударить Сиичи, но тот пнул его в лицо, и он упал на колени. Дестра не мог понять, почему Сиичи не чувствует того же отчаяния, что и он, и жаловался на это. Сиичи взял его за плечи и сказал, что он может измениться, если захочет. Он обнял Дестру и сказал, что он может быть добрым к людям, потому что они оба одинаковы. Однако Дестра улыбнулся и поблагодарил Сиичи, прежде чем использовать абсолютную смерть на себе. Сиичи попытался использовать навык, чтобы исцелить его, но это не сработало, и когда он умолял его не исчезать, Дестра поблагодарил его. Затем он увидел видение Либеры, которая звала его и улыбалась, поэтому он сказал ей, что идет к ней, и превратился в семя, которое упало в землю. Когда он ушел, Сиичи заметил заколку для волос, которую он оставил, и, глядя на нее, услышал голос Сурьи. Когда он обернулся, то увидел, что она стоит рядом, и обнял ее, но когда они обнялись, она превратилась в гориллу и чуть не задушила его, прежде чем поцеловать в лицо. Затем Сиичи сказал ей, что пора идти домой, но когда они шли, она посадила его себе на плечо и попросила отдохнуть. Когда они вернулись, они пошли в кабинет Барнабаса и встретили там других девушек, которые были рады их видеть. Затем Барнабас спросил о Дестре, но Сиичи сказал, что он не выжил. Позже Сиичи и девушки отправились на пикник. И пока они шутили, Сиичи решил продолжать жить с ними счастливо.